Может ли человек в одиночку изменить весь мир? Да, может. История 20 века просто наполнена эпизодами, когда по воле одного менялись судьбы миллионов людей. Иногда это было связано с прогрессом и развитием, иногда с трагедиями и несчастьями. Иногда это все сплеталось воедино, и попытки создать лучший мир приводили к настоящим катастрофам. Ведь что такое этот самый лучший мир? Понятие относительное. Грань между утопией и антиутопией порой тоньше атома, и когда человек создает свой идеальный мир, для кого-то другого в этой прекрасной картинке может просто не хватить места. Бывало и так, что человек, стремящийся к созиданию, создавал что-то значимое и грандиозное, что-то, что приведет всех на порог новой ступени развития. Но в итоге, когда открытие уходило в мир, это знание применялось против самой человечности и приводило к сотням тысяч сломанных судеб. Так было и с Альбертом Эйнштейном. Создавая специальную теорию относительности в далеком 1905 году, молодой и амбициозный клерк патентного бюро даже представить себе не мог, какой ящик Пандоры будет открыт благодаря его простой и незамысловатой формуле. E равно mc квадрат. Изящное уравнение эквивалентности массы и энергии. Очередной шаг в теоретической физике. И, казалось бы, это всего лишь формула. Как иногда говорят, всего лишь теория. Но то, какие следствия из нее следуют, как можно применить это знание на практике, ровно через 40 лет заставило Землю содрогнуться под гулом атомных бомбардировок. Публикуя свои первые революционные работы, Эйнштейн еще не осознавал, что именно в тот момент часы судного дня начали свой зловещий обратный отсчет. Мы переходим к заключительной главе в биографии Альберта Эйнштейна, и эта часть его жизни требует отдельного и очень серьезного разговора. Позади у нас специальная и общая теория относительности, квантовая механика, Первая мировая война и непростая жизнь в Германии 20-х годов. Многое уже позади, но впереди у нас самый мрачный аккорд во всей этой истории. И центральной фигурой моего рассказа, конечно же, будет Эйнштейн, но помимо него будет и множество других героев. Ученых, про которых я уже рассказывал, и судьбы которых точно так же бесповоротно изменились в переломный момент мировой истории. Что ж, меня зовут Дмитрий, и я буду человеком, который исполнит для вас этот заключительный аккорд. Вне всяких сомнений, Альберт Эйнштейн вошел в историю в первую очередь как ученый, но со временем не меньшую или даже большую часть его жизни стала занимать общественная деятельность. Как я говорил во второй части, на протяжении всех 20-х и начала 30-х годов Эйнштейн выступал с позицией пацифизма и был сторонником полного разоружения и отказа от армии. Он критиковал попытки создания законов и обычаев войны, аргументируя это тем, что война – это не игра, которую можно вести по правилам. Если появится новый агрессор, то ему будет плевать, какие там боеприпасы запретили в Женеве. Он будет добиваться своей цели любым способом, не считаясь жертвами и разрушениями. Вместо подобных ограничений и всяких бессмысленных полумер человечеству нужен полный отказ от оружия как такового. Конечно, многие сочли такие взгляды наивными. Профессор Эйнштейн гений в вопросах физики, но что касается вопросов общества и вооружения, он с беспечностью ребенка грезит о недостижимой утопии.
Пока одни мечтают о светлом будущем, другие предпринимают небольшие, но реальные шаги в направлении этого идеала. За своими розовыми очками Эйнштейн просто не видит, что план Лиги наций по ограничению вооружений куда более реалистичный. И, как известно, розовые очки всегда разбиваются стеклами вовнутрь. Но история показала, что не только Эйнштейн был наивен. Пока в Европе велись разговоры о разоружении или об ограничении применения оружия, в немецком обществе зрело чувство, которое сейчас называют реваншизм. Ультраправые силы Германии внушали соотечественникам идею мести за то, что случилось в Первой мировой войне. Боевых действий на территории Германии ведь практически не было, и к 1918 году у кайзера еще были силы и ресурсы продолжать войну. Но вместо того, чтобы бороться до последнего жителя Европы, была подписана унизительная капитуляция, которая многими немцами была воспринята как измена и предательство. Экономика рухнула, в обществе образовался раскол, и главными виновниками случившегося были назначены коммунисты, пацифисты и, конечно же, евреи. Я уже рассказывал вам историю Филиппа Ленарда, научного врага Эйнштейна, провалившегося в нацизм. Был затронут эпизод с убийством Вальтера Ротенау. И в целом повторяться не вижу смысла, просто подчеркну, что чем глубже этот яд нацизма проникал в немецкое общество, тем более пугающим представлялось будущее всей Европы. Если в начале 20-х годов такие движения, как группировка «Консул», воспринимались как террористы и в целом считались маргинальными, то к концу десятилетия ультраправые во главе с Гитлером превратились в настоящую политическую силу, имевшую огромное количество сторонников. Из бандитов, которых отлавливала полиция, они превратились в политическую партию, которая участвовала в национальных выборах, и с каждым годом количество отданных за них голосов росло все более пугающими темпами. Эйнштейн прекрасно понимал, что укрепление позиций нацистов не приведет ни к чему хорошему, но покинуть Берлин было очень серьезным шагом, на который не так-то просто решиться. В 1929 году ему стукнуло 50, и логично предположить, что он был уже не тем юношей, который мог сорваться с места и по щелчку начать новую жизнь. В Берлине он прожил 18 лет и успел остепениться и обустроить себе комфортную жизнь вместе с Эльзой. Именно здесь взлетела его научная карьера, и тут его по большей части все так же уважали и любили. Несмотря на всю нарастающую угрозу, где-то в глубине сердца Эйнштейна теплился огонек надежды. А вдруг пронесет, вдруг все обойдется временной тенденцией, и вскоре все наладится. Не могут такие негодяи законно прийти к власти. Одним из проявлений этой надежды стала покупка Эйнштейнами в 1929 году небольшого загородного участка в деревеньке с многозначительным названием Капут. Здесь они построили небольшой скромный домик и обставили его лишь самой необходимой мебелью. В такой обстановке Эйнштейн прятался от городской суеты, ходил под парусом на местном озере и предавался размышлениям о той самой единой теории поля. Идея объединить гравитацию и магнетизм, а заодно победить в споре с квантовыми ребятами, по-прежнему манила Эйнштейна. Одновременно с этим ему, наконец, удалось добиться примирения со своей бывшей женой Милевой Марич. Если помните, история их развода – это та еще драма, и после долгих лет борьбы за детей их отношения пришли в норму, насколько это возможно. Альберт окончательно убедился в том, что Милева не настраивала мальчиков против него и был благодарен ей за достойное воспитание и уход за сыновьями. Он даже посылал ей подарки из своих заграничных поездок, а когда бывал в Цюрихе, обязательно заходил в гости. Не забывал он и о своих детях, хотя общение с ними шло, скажем так, неровно. Его старшему сыну Гансу Альберту уже было за 20, и парень он был толковый, но с характером. Возможно, это прозвучит банально, но все же удивительно, как сильно Ганс был похож на своего отца и в некоторых моментах в точности повторил его судьбу. Во-первых, когда пришло время получать высшее образование, Ганс Альберт решил стать инженером, но отцу это не понравилось.
Ганс, есть куда более престижные профессии, например, наука, и в ней я смогу тебе помочь. Одумайся, сынок». Но сынок не одумался и поступил в тот самый Цюрихский политехникум, причем сдал вступительные экзамены лучше всех остальных претендентов. И только это заставило Альберта уступить. Он ведь и сам в свое время столкнулся с протестом своего отца Германа, пытавшегося отговорить его от карьеры ученого. Тогда молодой Альберт настоял на своем и в итоге не пожалел. Стал всемирно известным ученым, пару раз перевернул физику вверх дном, получил Нобелевскую премию. Вот и здесь ситуация выглядела аналогично, так что в итоге наш герой смирился и не стал препятствовать Гансу. Другая история еще больше подчеркивает сходство жизненного пути отца и сына. Дело в том, что во время учебы Ганс познакомился с девушкой по имени Фрида Кнехт и по уши в нее влюбился. Она была на 9 лет старше него, и по описаниям она была некрасива, угрюма, 1,5 метра ростом, вела себя неприветливо, но при этом была очень умна. Добавьте к этому списку хромоту, и вы получите точную копию молодой Милевы Марич. Но еще ироничнее то, что и Альберт, и Милева были категорически против этого союза. Ситуация абсолютно идентична истории 30-летней давности, когда родители Эйнштейна были против женитьбы на Милеве. Прям дежавю. В общем, Ганс Альберт точно так же отверг все возражения, женился на Фриде, а вскоре появились и дети. Правда, финал у этой истории все-таки получше. Родители со временем смирились, а Ганс и Фрида счастливо жили вместе до самого конца. Однако история младшего сына нашего героя, Эдуарда, далеко не такая оптимистичная. С раннего детства он много болел и рос замкнутым, немного отчужденным парнем, интересы которого фокусировались главным образом на искусстве и природе человека. Он поступил в Цюрихский университет на факультет медицины и посвятил себя психологии. В один момент он увлекся учением Зигмунда Фрейда и стал практиковать психоанализ, по большей части на самом себе. Его переписка с отцом была наполнена сложным анализом отношений детей и родителей, и чем дальше, тем тревожнее звучали его слова. Эдуард писал, что люди, занимающиеся интеллектуальным трудом, могут породить лишь больных и нервных детей, таких, как он сам. Вскоре он заговорил о бессмысленности каких-либо человеческих взаимоотношений, а в итоге пришел к тому, что и сама жизнь не имеет смысла. Альберт отвечал с пониманием и заботой, пытаясь удержать его на краю этой пропасти, но не помогло. Со временем психологическое состояние Эдуарда ухудшалось все сильнее, и закончилось это тем, что он попытался выброситься из окна. Матери удалось остановить его в последний момент, и когда они обратились к врачу, услышали неутешительный диагноз – шизофрения. Эдуарда Эйнштейна определили в психиатрическую клинику в 1930 году, и за исключением нескольких коротких перерывов он проведет там оставшиеся 35 лет своей жизни. В общем, в такой вот атмосфере, разрываясь между обстоятельствами, Эйнштейн продолжал свою жизнь в Берлине. А тем временем кольцо вокруг него сжималось. Политическая обстановка становилась все напряженнее. Голоса ультраправых звучали все громче, а евреев притесняли все более открыто. Эйнштейн понимал, что если дела в Германии пойдут совсем плохо, то придется все бросить и переехать. Но в таком случае куда? На самом деле вариантов было предостаточно. Многие университеты не скрывали своего желания заполучить знаменитого профессора Эйнштейна, так что дефицита предложений не наблюдалось. Уже много лет его пытались затащить в Голландию, во Францию, в Еврейский университет в Иерусалиме, даже в Оксфорд. Но Эйнштейн пребывал в нерешительности и в каждом таком предложении находил что-то отталкивающее. В Англии, например, ему не нравилась излишняя церемониальность. Ученые на собраниях ведут себя словно на приеме у короля, кланяются друг другу и ведут высокопарные речи ни о чем. В Иерусалиме ему не нравилась излишняя бюрократия и кадровая политика.
В подборе профессоров там больше опирались на прихоти богатых спонсоров университета, нежели на реальные научные заслуги претендентов. Однако были и предложения из-за океана, то есть из Америки. Эйнштейна давно пытался заполучить в свои сети Роберт Милликен, известный на весь мир физик, лауреат Нобелевской премии и тот самый человек, который экспериментально подтвердил закон фотоэффекта Эйнштейна. Милликен был президентом Калтеха, то есть Калифорнийского технологического института в Пасадене, и уже много лет пытался заманить в Калтех знаменитого автора теории относительности. Эйнштейну нравилась Америка, и хоть он критиковал ее за излишнюю культуру потребления и некоторую меркантильность, его привлекало тамошнее отношение к индивидуальности и свободе личности. К тому же, чего греха таить, Альберту нравилось американское толерантное отношение к публичности и пожалованный ему звездный статус. Куда бы он вместе с Эльзой ни направился, везде их встречали как почетных гостей, и ни у кого даже в мыслях не было обвинять его в саморекламе, как регулярно происходило дома в Европе. В общем, в 30-м году Милликен уговорил Эйнштейна приехать в Пасадену на несколько месяцев и поработать в Калтехе в качестве гостя. Вдруг понравится, и он захочет остаться насовсем. В свободное от работы время Милликен пытался окружить Эйнштейна всеми возможными развлечениями, которые только могла предложить Калифорния. Наш герой ходил под парусом в Тихом океане, загорал на пляжах Лос-Анджелеса, водил Эльзу на кинопремьеры. Как-то раз Альберт обмолвился, что мечтает познакомиться со звездой Голливуда Чарли Чаплином, и расторопный Милликен тут же организовал встречу. Да, это Чарли Чаплин без грима, не удивляйтесь. Они сразу нашли общий язык, и уже через пару дней Чаплин и Эйнштейн уже прохаживались по красной ковровой дорожке на премьере легендарного фильма «Огни большого города». Тогда знаменитый актер бросил примечательную фразу: «Мистер Эйнштейн, меня любят за то, что даже без слов все меня понимают. Вас любят за то, что вас не понимает никто». Еще через несколько дней, во время экскурсии по одной из голливудских студий, его пригласили в цех по созданию спецэффектов. Там его попросили сесть в стоящий на месте автомобиль и несколько минут снимали, как он крутит баранку и делает вид, что сосредоточенно управляет машиной. К вечеру того же дня ему показали уже смонтированную ленту, где он на огромной скорости гоняет по улицам Лос-Анджелеса, а потом взлетает на этой машине в небо и уносится куда-то в космос. Мило, конечно, но что касалось основной цели визита, то есть работы в Калтехе, то дело не клеилось. Эйнштейн и Милликен оказались людьми противоположных взглядов буквально во всем, от науки до политики. Директор Калтеха был консервативным патриотом и раздражался каждый раз, когда Эйнштейн поднимал тему пацифизма, особенно если делал это публично. Очень быстро между ними установились довольно напряженные отношения, хотя от плана переманить Эйнштейна в Калтех Милликен все же не отказался. И тут на сцену выходит Абрахам Флекснер, знаменитый американский педагог, который задумал учредить в Штатах совершенно новый исследовательский центр. Он должен был называться Институт перспективных исследований и находиться в городе Принстон, штата Нью-Джерси. Само собой, такая фигура, как Эйнштейн, стала бы настоящим украшением нового института, где ученые могли бы заниматься своими исследованиями и не отвлекаться на преподавательские обязанности. В 1931 году Флекснер, скажем так, подкатил к нашему герою с предложением и всеми правдами и неправдами добился от него согласия посетить Принстон. Милликен был в ярости, ведь он годами готовил почву и уговаривал Эйнштейна переехать в Америку. А тут Флекснер пришел уже на все готовенькое и в последний момент перехватил инициативу. Есть мнение, что Абрахам Флекснер повел себя не очень честно и просто подкупил Эйнштейна большой зарплатой. Но это не так. Альберта привлекли не деньги, а полная свобода действий и отсутствие лишней нагрузки. Представьте себе, что вы ученый, и с вами готовы подписать пожизненный контракт просто для того, чтобы вы занимались своими исследованиями, которые интересны именно вам.
Это было как раз то, чего всегда хотел Эйнштейн. В таком институте он мог полностью сконцентрироваться на поисках своего святого Грааля – единой теории поля. Ну а что касается денег, то Эйнштейн, наоборот, повел себя очень скромно и запросил $3000 в год. Ответом было изумление Флекснера. Почему так мало? Господин Эйнштейн, давайте я лучше переговорю по этому поводу с вашей супругой. Ну и с подачи Эльзы $3000 сразу же превратились в 10, а позже по настоянию спонсоров института уже в 15. Господа ударили по рукам и договорились, что Эйнштейны прибудут в Принстон через год, чтобы познакомиться с институтом и присмотреть себе жилье. А пока они могли вернуться в Берлин и готовиться к переезду. Но тут возникла совершенно неожиданная проблема. И это было бы действительно очень смешно, если бы не было столь абсурдно. Согласие Эйнштейна на работу в Принстоне было опубликовано в американских газетах. И среди прочих на эту новость обратила внимание так называемая «Корпорация женщин-патриотов». Это американская общественная организация, главной целью которой была борьба за все хорошее против всего плохого. То есть против коммунистов, пацифистов, мигрантов и, как это ни странно, феминисток. Да, женщины против феминизма, бывало и такое. В общем, предводительница этого движения, мисс Фросингем, направила в Министерство иностранных дел США 16-страничное письмо, где требовала не допустить выдачи визы такому отпетому коммунисту и пацифисту, как Альберт Эйнштейн. В письме утверждалось, что он связан с бесчисленным множеством группировок и политических партий, подготавливающих условия для мировой революции, и особенно активно эти партии действуют на территории Соединенных Штатов. Бред полнейший, но ФБР этим заинтересовалась. Пока Эйнштейны собирали вещи, в посольство США в Берлине поступил запрос вызвать Эйнштейна на личную беседу и выяснить, справедливы ли эти обвинения. Поначалу Альберту это показалось даже забавным. Какие еще группировки, вы чё? Но на разговоре с американским консулом резко стало не до смеха. Его на полном серьезе допрашивали, в каких политических партиях он состоит, имеет ли связь с коммунистами, анархистами и прочими левыми. Эйнштейна взбесило то, что какой-то лживый донос стал предметом серьезного разбирательства, и он в резкой форме отказался отвечать на эти вопросы. Ваша страна меня пригласила, меня упрашивали приехать. Но если я должен приезжать к вам, когда меня подозревают в подобных нелепостях, я лучше вообще никуда не поеду. Если вы не хотите давать мне визу и вам просто нужен какой-то повод, то лучше так и скажите и не тратьте мое время. Если к завтрашнему полудню визы не будет, поездка в Америку отменяется. На этом разговор был окончен, и переезд действительно оказался на грани срыва. Однако той же ночью консульство спешно выступило с заявлением: дело пересмотрено, виза будет выдана. Не совсем ясно, что именно повлияло на итоговое разрешение – шантаж Эйнштейна или подзатыльник, прилетевший откуда-то сверху, но в любом случае дело завершилось благополучно. В декабре 1932 года Альберт и Эльза в сопровождении 30 мест багажа покинули Берлин и вскоре сели на пароход, который доставил их в Штаты. Поездка планировалась временная – поглядеть на строящийся институт в Принстоне, присмотреть новое жилье, а позже вернуться в Германию за дочерьми Эльзы и за оставшимися вещами. Но этим планам не суждено было сбыться. Через месяц, в январе 1933 года, новым канцлером Германии стал Адольф Гитлер. Нацисты все-таки пришли к власти, и мне нет нужды рассказывать вам о том, к каким ужасам это привело. То, что происходило ближайшие 12 лет, это самые трагичные события всего 20 века, память о которых глубокими шрамами легла на все человечество. Однако мы будем рассматривать эти события не с высоты птичьего полета, а взглянем через призму личных историй людей, прошедших через все это. Я не буду рассказывать вам историю Второй мировой войны. Таких материалов уже создано очень много. Мы взглянем на эту катастрофу глазами Альберта Эйнштейна и близких ему людей.
Эйнштейн еще не до конца осознавал случившееся и все еще собирался вернуться. Но в феврале, после поджога Рейхстага и начала политических репрессий, стало очевидно, что это самоубийство. Посол Германии в Нью-Йорке, давний друг Эйнштейна, отговаривал его. Они протащат вас за волосы через весь город и расстреляют на глазах у миллионов жителей Берлина. Не надо, не возвращайтесь. Но все-таки он решил вернуться. Почему? Наверное, ответ на этот вопрос не знал и сам Эйнштейн. Такое решение действительно выглядит нелогичным и очень рискованным, но это мы со стороны можем так посудить. Кто знает, что творилось в голове у человека в такой момент. Так или иначе, Альберт отплыл из Америки в марте 1933-го, но пока он пересекал Атлантику, в Берлине начались погромы. Эльзу хватил бы удар, если бы она об этом узнала, ведь ее дочери все еще оставались в городе. В этот самый момент Ильза и Марго прятались от беспорядков в берлинской квартире Эйнштейнов, но когда стало понятно, что там тоже небезопасно, они сбежали и укрылись во французском посольстве. Это было правильное решение, ведь всего через несколько часов квартира была атакована и разграблена. И кто знает, что бы случилось с девушками, останься они там. В итоге Ильза бежала вместе с мужем в Голландию, а Марго с супругом во Францию. Еще через несколько дней нацисты ворвались в загородный дом Эйнштейна в Капутте. На этот раз был даже формальный повод. По донесению некоего информатора в доме Эйнштейна находился склад огнестрельного оружия, принадлежащий коммунистам. Естественно, никаких винтовок и пистолетов найдено не было, но, конечно же, никого это не волновало. Очередное еврейское логово разгромлено, говорили они. Однако хуже всего было то, что беспредельщики конфисковали любимую лодку Эйнштейна под предлогом, что она служит транспортом для левых контрабандистов. Уже у берегов Европы известия об этих налетах дошли до Эйнштейна, и это окончательно открыло ему глаза. В Германию возвращаться нельзя. Вместе с Эльзой они сошли в бельгийском порту и направились прямиком в Брюссель. Там первым делом Эйнштейн явился в немецкое посольство и написал заявление об отказе от немецкого гражданства. Снова. Ровно как и 40 лет назад он больше не хотел иметь ничего общего с Германией, но только в этот раз это чувство было взаимным. Новое правительство Германии тоже хотело порвать с Эйнштейном, но он оказался быстрее и написал Максу Планку следующее письмо. В сложившихся обстоятельствах я чувствую, что зависимость от прусского правительства будет для меня непереносима, а потому я вынужден покинуть Прусскую академию наук и уйти из Берлинского университета. Планк ответил с явно прослеживаемым облегчением. Ваше решение представляется единственным возможным способом достойно разорвать отношения с Академией. Несмотря на глубокую пропасть, разделяющую наши политические взгляды, наши личные дружеские отношения всегда останутся неизменными. Эйнштейн решил уволиться из немецкой академии, и это действительно было единственно верным решением, потому что сразу после этого нацисты пришли просто в неистовую ярость. Они хотели устроить показательную казнь, вышвырнуть Эйнштейна из академии, отобрать у него все привилегии и с позором лишить гражданства. Но он их опередил. Он сам ушел, лишив их возможности устроить этот цирк, причем сделал это публично и показательно мирно. Единственное, что они смогли сделать в отместку, это заявить: ну, и с катертью дорога, без вас проживем и жалеть не будем. Тут же посыпались газетные статьи в духе: Эйнштейн участвовал в американской клеветнической кампании против Германии, был связан с коммунистами и революционерами и даже готовил с евреями государственный переворот. Но дело, конечно же, не ограничивалось одним лишь Эйнштейном. Через месяц немецкое правительство стало активно закручивать гайки для всех. Начался бойкот еврейских предприятий и всего бизнеса. Берлинский университет исключил всех студентов-евреев. Следом был принят закон, запрещающий евреям быть гражданскими служащими, в частности, профессорами и академиками.
Если до этого момента антисемитские атаки на науку чаще всего фокусировались на Эйнштейне, то теперь это носило массовый характер. Своей работы лишились Фриц Габер, Лео Szilard, Макс Борн и еще почти 20 нобелевских лауреатов и тысячи менее известных ученых. Большинству из них пришлось в спешке покинуть Германию, и одним из первых был близкий друг Эйнштейна, физик Макс Борн. Вместе со своей женой он сбежал в Италию, но когда стало понятно, что там все тоже очень плохо, перебрался в Англию и устроился в Кембридж. Обсуждая с Эйнштейном все эти несчастья, он писал: «Я никогда не был достаточно высокого мнения о немцах, но такая жестокость и трусость стала для меня настоящим сюрпризом». Куда более показательной оказалась история Фрица Габера, еврея-сторонника ассимиляции. Как вы помните, он был немецким патриотом и за разработку химического оружия был признан героем Первой мировой войны. Он был убежден, что стал настоящим немцем, а его заслуги перед страной будут учтены. Он думал, что сойдет за своего, надеялся, что пронесет, но не пронесло. Ассимилировавшихся евреев нацисты считали своими злейшими врагами, которые проникли вглубь немецкого общества и разрушали его изнутри. Поэтому с такими людьми, как Габер, боролись с особой жестокостью, и никакие былые заслуги учтены не были. Однако Габер успел это понять. Он осознал свои корни и увидел, насколько тщетной была его попытка ассимилироваться в Германии. В последний момент он сбежал в Англию и всеми силами стал помогать другим коллегам, которые также спасались от нацистов. Через год он сошелся с руководителем сионистов Хаймом Вейцманом, который убедил Габера переехать в Иерусалим и занять почетное место профессора в еврейском университете. Но до земли обетованной Габер не доехал. В пути у него случился сердечный приступ, и он умер в швейцарском Базеле. Ему было 64 года. Еще более трагичной оказалась судьба одного из самых близких друзей Эйнштейна, Пауля Эренфеста. Того самого человека, чей парадокс в свое время привел нашего героя к неевклидовой геометрии. Эренфест преподавал в Нидерландах и в непосредственной опасности тогда не находился, но, как и многие другие, помогал спасающимся евреям найти временную крышу над головой. Все эти потрясения легли на его собственные семейные проблемы, которые в тот самый момент ломали через колено всю жизнь Эренфеста. Жена уехала жить в Советский Союз. Пауль остался с сыном, страдавшим от синдрома Дауна, но денег на лечение не было. В итоге Эренфест не смог справиться с депрессией и навалившимися несчастьями. Он пришел к сыну в больницу, достал ружье, застрелил ребенка, а через мгновение застрелился сам. Вот так ломались судьбы по прихоти шайки людей, решивших, что они по своей природе лучше других. За первые 2 года после прихода Гитлера к власти Германию покинуло около 2000 ученых. Но в таком случае возникает вопрос, а кто остался? Остался, например, Филипп Ленард, фашист и ненавистник Эйнштейна, конфликт с которым я описывал во 2 части. Теперь пришло его время взойти на престол науки, и, будучи приближенным Гитлера, Ленард мгновенно вознесся до небес. Его именем был назван прославленный университет в Гейдельберге, а он сам, можно сказать, возглавил всю немецкую физику. Главной своей задачей, как я уже рассказывал, он избрал очистку немецкой науки от еврейского влияния. Результатом этих действий стала концепция, прозванная арийской физикой, которая занималась не столько наукой, сколько охотой на ведьм. Однако не стоит думать, что в Германии остались одни только фашисты. Среди тех, кто не уехал, были и достойные люди, не заморавшие свои руки в крови. Одним из самых ярких примеров был Макс фон Лауэ, ученик Планка и первый немецкий ученый, посетивший Эйнштейна в Берне в далеком 1905 году. Лауэ был чистокровным немцем, а потому гонения ему не угрожали. При этом он был патриотом Германии, но нацистскую идеологию ненавидел и отвергал.
Когда Лауэ по утрам собирался на работу, он специально брал с собой 2 чемодана по одному в каждую руку. Зачем, спросите вы? Затем, чтобы не вскидывать руку в нацистском приветствии, когда он шел по улице мимо каких-нибудь высокопоставленных лиц. Он говорил: «Я бы, конечно, с удовольствием, но, извините, руки заняты». На протяжении всех 20-х годов Лауэ самоотверженно защищал Эйнштейна от антисемитских нападок, в том числе и от Филиппа Ленарда. Когда пошла волна увольнений евреев из университета, он категорически протестовал. «Это же ваши вчерашние друзья! Что вы творите?» В итоге его отправили в отставку, назвав это почетной преждевременной пенсией. Ему удалось пересидеть войну, а после падения Гитлера он был одним из тех, кто восстанавливал немецкую науку в том виде, в котором она была до отравления нацизмом. Что касается Макса Планка, то здесь ситуация сложнее. Он был патриотом, но он не был согласен с дискриминацией и тем более с геноцидом. Я неспроста пару минут назад привел цитату из его письма к Эйнштейну. «Хоть между нашими политическими взглядами целая пропасть, вы для меня навсегда останетесь добрым другом». Эти слова были искренними, и хоть на этом их переписка завершилась навсегда, Планк защищал имя Эйнштейна до конца своих дней. Когда в Академии собирались выгонять Эйнштейна, Планк пытался избежать показательной порки и направил секретарю Академии следующие слова. «Хотя по политическим взглядам у нас с ним имеются серьезные разногласия, я абсолютно уверен, что в грядущих веках имя Эйнштейна будет прославлено как одна из самых ярких звезд, когда-либо сверкавших в стенах Берлинской Академии». Позже, когда уже всех евреев начали выгонять без разбора, 75-летний Планк обратился с просьбой остановить это лично к Гитлеру. Но тот не стал его слушать и рассудил, что если увольнение еврейских ученых значит ликвидацию немецкой науки как таковой, то несколько лет Германия сможет прожить и без науки. После этого Планк занял позицию тихого выжидания. Он предостерегал коллег от публичных выступлений, направленных против нацистов, и надеялся просто пережить этот кошмар. Главной своей целью он избрал сохранение того, что осталось от немецкой науки, в противовес набирающей популярность арийской физики Ленарда. В итоге его осуждали абсолютно все. Фашисты за то, что он их не поддерживает, все остальные за то, что он не выступил против тирании. В конечном итоге Макс Планк тоже смог пережить войну, но когда боевые действия шли уже на территории Германии, он сам несколько раз чуть не погиб во время авиаударов. При этом его дом в Саксонии был уничтожен, и Планку вместе с женой пришлось несколько недель укрываться в лесу. Просто представьте, каково это было для 87-летнего старика. Но он выжил, и когда с фашизмом было покончено, Планк еще несколько лет потратил на восстановление науки в Германии и умер от воспаления легких незадолго до своего 90-го дня рождения. Непростые судьбы людей в суровые времена. Однако давайте все-таки вернемся к нашему главному герою. Весь этот кошмар заставил Эйнштейна, все еще находившегося в Бельгии, пересмотреть взгляды на один из своих главных принципов – пацифизм. Эйнштейн заявил, что в то время, когда в самом центре Европы возник источник агрессии, явно готовящийся к войне, разговаривать о разоружении или об отказе от военной службы неправильно и неразумно. Он пояснял, в сложившейся угрожающей ситуации, созданной событиями в Германии, бельгийские или французские вооруженные силы уже не могут рассматриваться только как средство агрессии, а в первую очередь как средство защиты. Теперь я считаю, что нет разоружения без безопасности. Само собой, его бывшие сторонники-пацифисты тут же обвинили его в том, что на современном языке называют переобуванием. Однако Эйнштейн отвечал: «Я человек науки, а для хорошего ученого внесение изменений в теорию при изменении факторов не является слабостью». Он понял, что действительно был наивным и с учетом новых обстоятельств пересмотрел свои взгляды.
При этом он не скрывал того, что изменил свое мнение и написал многим лидерам пацифистских движений с целью склонить их на свою сторону. Мои взгляды на войну не изменились, но изменилась ситуация в Европе. Пока Германия упорно продолжает перевооружаться и внушать своим гражданам идею военного реванша, остальные страны Европы вынуждены быть благоразумными и не ждать нападения беззащитными. Но скажите мне, какую защиту, кроме организованной силы и укрепления собственных армий, мы можем предложить этим странам? Мы сможем вернуться к разговорам о разоружении, но лишь тогда, когда исчезнет военная угроза со стороны агрессивного диктаторского режима. И, казалось бы, кому какое тогда было дело до того, что говорит пацифист, осознавший, что он был неправ? На самом деле, очень большое. Нацисты, узнав, что Эйнштейн призывает другие страны вооружаться против Германии, объявили его изменником. И уже на следующий день в Берлине вышла газета, обвиняющая его в предательстве. Ярко-красный заголовок на первой полосе гласил «Подлость Эйнштейна». Статья перечисляла все его преступления, включая и несуществующий склад с оружием, а заканчивалась она словами «еще не повешен». На голову Эйнштейна была объявлена охота, а вознаграждение составляло кругленькую сумму в 5000 марок. Такие непрозрачные угрозы заставили власти Бельгии всерьез задуматься о безопасности Эйнштейна. Его временно поселили в небольшом домике в деревне Лекок-сюр-Мер, а для спокойствия приставили 2 полицейских с дробовиками и приказом стрелять без предупреждения. Местонахождение Эйнштейна скрывалось, но, как оказалось, не очень тщательно. Один его бельгийский приятель узнал, что Эйнштейн находится неподалеку, и решил нанести ему визит. Точный адрес он не знал и решил поинтересоваться у местных, где тут поселился Альберт Эйнштейн. Простодушные деревенские работяги тут же указали ему на тот самый дом, где в строжайшей секретности прятали врага фашистов. Вот вам и секретность. Однако стоило другу приблизиться к дому, как на него тут же накинулись охранники и повалили его лицом на землю. Они бы его застрелили, если б в последний момент не вмешалась Эльза. В общем, непрекращающиеся угрозы из Берлина и, как оказалось, ненадежная охрана сподвигли Эйнштейна найти другое временное убежище подальше от Германии. Благо, дефицита в приглашениях не было. Любая страна Европы приняла бы его с распростертыми объятиями. Дело ведь в том, что это не просто какой-то беглый еврей, а целый Альберт Эйнштейн, и предоставить ему убежище было бы красивым политическим жестом. К тому же, как я уже говорил, многие университеты мечтали заполучить его себе в штат. Одно из этих предложений Эйнштейн принял и через несколько недель оказался в Англии. Там он встретился с Уинстоном Черчиллем, и хоть содержание их беседы осталось нераскрытым, мы знаем об одном примечательном моменте. Когда он прибыл на встречу в поместье будущего премьер-министра, его попросили заполнить гостевую книгу, и в графе «Домашний адрес» он написал «Отсутствует». Естественно, эта маленькая деталь тоже была обращена в политическую риторику. Смотрите, Германия изгоняет своих собственных граждан, и даже такие талантливые люди, как Альберт Эйнштейн, теперь чувствуют себя бездомными. Что бы наш герой ни делал, это тут же превращалось в орудие политиков, и в один момент он решил наконец-то сам извлечь из этого пользу. Эйнштейн объявил о платной лекции в Альберт-холле в Лондоне, и 9000 человек купили не самые дешевые билеты, чтобы послушать о диктаторской угрозе всему свободному миру. Вырученные деньги Эйнштейн до последнего фунта направил в помощь ученым, вынужденным покинуть Германию. Вообще, Эйнштейн тратил много времени и ресурсов на помощь своим коллегам, спасающимся от фашистов. Можно сказать, что за них он переживал куда больше, чем за самого себя, и такие новости, как самоубийство Эренфеста, воспринимал как собственное горе. Уже полгода он находился в Европе и бегал из одного убежища в другое, однако финальным пунктом назначения все-таки была Америка. Институт перспективных исследований в Принстоне, куда нашего героя пригласил Флекснер, уже начал свою работу, хоть основное здание еще не было достроено. Эйнштейн решил, что хватит уже искушать судьбу в Европе, и планировал окончательно переехать в Принстон в октябре
1933-го. Но перед отбытием предстояло еще одно очень важное дело. Его младший сын Эдуард, страдавший шизофренией, все так же находился в психиатрической клинике в Цюрихе. И перед тем, как покинуть Европу, Эйнштейн хотел во что бы то ни стало еще раз повидаться с ним. Друзья предупреждали, что это очень опасно. От Германии до Швейцарии рукой подать, и никто там не будет ему предоставлять охраняемое убежище. Но Альберт настоял на своем, и, несмотря на всю опасность, сел на поезд до Цюриха. Он поселился в доме Милевы, а встреча с Эдуардом состоялась в комнате для посетителей психиатрической лечебницы. Альберт принес с собой скрипку, чтобы они могли вместе сыграть сонаты Моцарта, как в старые добрые времена, когда еще все было хорошо. Сохранилась фотография этой встречи, на которую сложно смотреть без дрожи в сердце. Оба в костюмах сидят рядом друг с другом. Альберт держит в руках скрипку и смотрит куда-то в пустоту. Эдуард с искаженным болью и страданиями лицом всматривается в ноты. О чем они говорили, мы уже не узнаем. Нам известно лишь то, что это их последняя встреча. Вскоре после этого Эйнштейн навсегда покинет Европу, и своего младшего сына Эдуарда он уже не увидит никогда. Многолюдная толпа собралась в порту Нью-Йорка. Духовой оркестр, черлидинг-группа, десятки журналистов. Америка была готова принять своего нового гражданина. Вот океанский лайнер «Вестморланд» вошел в гавань и бросил якорь. Через считанные мгновения на ступеньках трапа должна будет показаться фигура взлохмаченного профессора, но он все не выходит. Люди ждут, недоуменно переглядываются, а его все нет. Оказалось, что Эйнштейна на корабле уже не было. За несколько часов до прибытия в пункт назначения к лайнеру подошел буксир, и наш герой вместе со своей женой пересел на борт маленького, но куда более неприметного судна. Абрахам Флекснер, директор Института перспективных исследований и организатор переезда Эйнштейна, решил, что устраивать торжественную и многолюдную встречу небезопасно. С учетом обстоятельств, при которых Эйнштейн покидал Европу, существовала вероятность какой-нибудь диверсии или, что еще хуже, покушения. Кто знает, может, агенты нацистов уже успели проникнуть на территорию Соединенных Штатов, поэтому Флекснер решил не искушать судьбу. Он распорядился, чтобы его новоиспеченного сотрудника перевезли на буксире в Тихую гавань, где их встретит автомобиль и доставят прямиком в Принстон, избегая всякой публичности. Вот так, держа футляр для скрипки в одной руке и Эльзу в другой, Эйнштейн прибыл в страну, которая стала его новым домом. В первые часы своего пребывания в Америке он попросил только о двух вещах. «Дайте мне свежую газету и большую порцию мороженого». Поначалу они вместе с Эльзой жили в Принстоне в небольшом гостиничном номере, а позже арендовали скромный дом на Мерсер-стрит, тихой улице, утопающей в зелени густых деревьев. Однако уже через год Эйнштейны приобрели собственное жилье буквально в одном квартале на той же самой улице. Институт перспективных исследований выделил ему просторный угловой кабинет, а управляющий вежливо поинтересовался, какое научное оборудование Эйнштейну необходимо для плодотворной работы. «Стол, стул, бумага и карандаш. Ах да, дайте мне еще большое мусорное ведро, чтобы было куда выбрасывать все мои ошибки». Говоря об ошибках, Эйнштейн имел в виду свою единую теорию поля, над которой бился уже далеко не первый год. Как я уже сказал ранее, успеха в этом начинании он так и не добился, но не стоит думать, что вся вторая половина его научной карьеры была потрачена впустую. Нет. Во время работы в Принстоне он написал несколько знаковых статей, идеи из которых позже нашли свое подтверждение. Например, уже было проверено, что гравитация искривляет или преломляет свет,
А знаете, что еще преломляет свет? Линза. Эйнштейн предположил, что свет, проходя через гравитационное поле, может фокусироваться. То есть свет от дальней звезды, пройдя через гравитационное искажение ближней звезды, может усилиться для нас, как для наблюдателя. Сейчас это называют гравитационным линзированием, и впервые оно было описано Эйнштейном в статье от 1936 года под названием «Линзоподобное действие звезды при отклонении света в гравитационном поле». Как оказалось, чаще всего линзирование наблюдается, когда свет проходит через гравитационное поле галактик, и в честь Эйнштейна назван один из самых интересных таких объектов. Свет от дальнего квазара проходит через гравитационное поле более близкой галактики и, простите меня за косноязычие, расчетверяется. Объект называется Q2237 плюс 030, но чаще всего можно услышать название «Крест Эйнштейна». Еще одной важной работой Эйнштейна тех лет была статья о гравитационных волнах. Впервые о них заговорил, как это ни странно, Анри Пуанкаре, но он лишь предположил, что такое явление в целом может существовать, не вступая в противоречие с механикой Ньютона. Однако, с появлением общей теории относительности, гравитационные волны уже представлялись как вполне конкретные физические явления, пусть и гипотетические. Эйнштейн предположил, что в результате какого-либо события гравитационное поле может, скажем так, отделиться от источника и существовать уже независимо от его массы. Такое явление сложно зафиксировать, и на протяжении всего XX века были лишь предположения о фиксации этих событий. Достоверно обнаружить гравитационные волны удалось лишь в 2015 году с помощью обсерватории LIGO, которая уловила гравитационные волны, вероятно распространившиеся в результате слияния двух черных дыр. Однако при всем этом не стоит думать, что Эйнштейн забылся в своем принстонском раю и закрыл глаза на ужасы, происходившие в то время в Европе, на ужасы, от которых он сам избежал. Он тратил огромное количество времени и ресурсов на помощь евреям, бегущим от нацизма. Не только друзьям, известным ученым, но и простым беженцам, которые лично обращались к нему за помощью. Есть много примеров, когда он помогал деньгами из своего кармана, оплачивая беженцам счета за жилье или переезд. Он помогал людям освоиться в новой стране, обрести новый дом, найти работу и получить гражданство. Но чаще всего он старался использовать свою известность, чтобы собрать денег для благотворительных фондов. Десятки раз он выступал перед публикой с речью в поддержку евреев. И еще чаще принимал участие во всяких благотворительных вечерах и даже давал скрипичные концерты, целью которых был сбор средств для беженцев. Как всегда, Эйнштейн был не очень разборчив в выборе соратников в общественных делах. И пару раз по наивности связался с откровенными мошенниками или политическими пропагандистами. Эти люди только лишь прикрывались гуманитарной миссией, а на самом деле извлекали свою личную выгоду. Само собой, это беспокоило близких друзей Эйнштейна, призывавших его отказаться от публичности. Но Альберту было плевать. Он старался всеми своими силами помочь евреям Германии, положение которых становилось все более катастрофическим. Вскоре он стал поборником уже не только национального равенства в мире, но и расовой справедливости в самой Америке. Эйнштейн публично выступил против нескольких громких судебных процессов, где выносились суровые приговоры только лишь потому, что обвиняемые были темнокожими. Конкретно он выступил в защиту так называемых «парней из Скоттсборо», 9 темнокожих, обвинявшихся в групповом изнасиловании 2 белых девушек. Судебное разбирательство вызывало некоторые вопросики, что привело к большому общественному резонансу, и в итоге процесс стал историческим для всей Америки. Эйнштейн несколько раз выступал за справедливое расследование и призывал к отмене обвинительных приговоров, что, в свою очередь, вызывало недоумение его близких. Казалось бы, тебе-то какое до них вообще дело? Больше всего от этой публичной деятельности раздражался начальник Эйнштейна Абрахам Флекснер.
Он старался оградить Эйнштейна от публичности и любой шумихи в прессе. В первую очередь, потому что сам был ассимилировавшимся евреем и считал, что такая активность не ассимилировавшегося еврея может привести к проблемам. Он объяснял, что американцы народ патриотичный, и они не любят, когда чужаки суют свой нос в их дела, особенно когда речь идет о таких тонких процессах. Вся эта публичная возня может спровоцировать появление антисемитизма уже здесь, в Штатах. И лучше бы Эйнштейну особо не светиться и в общественные дела не лезть. Опасения Флекснера по поводу антисемитизма в некотором роде были оправданы. В 1938 году среди студентов Принстонского университета провели опрос, кто, по их мнению, является самым выдающимся и влиятельным человеком на Земле. И первое место с большим отрывом занял Адольф Гитлер. Это, конечно, не значило, что в Принстоне были одни нацисты, но это говорило о том, что антисемитизм может прорасти в такой почве. И если Эйнштейн не будет осторожен в публичных заявлениях, то именно это и произойдет. Поэтому Флекснер давил и на Альберта, и на Эльзу, и на все их окружение, но успеха не добился. Эйнштейн продолжал свою кампанию в поддержку еврейских беженцев. Тогда Флекснер пошел на радикальный шаг и стал перехватывать всю почту, приходившую Эйнштейну на рабочий адрес, и собственноручно отвечать на эти письма от его имени. Если среди корреспонденции находилось приглашение на какую-нибудь общественную встречу или собрание, то Флекснер отвечал решительным отказом, зачастую довольно грубым. Апофеозом такого вторжения в личную жизнь стал отказ от встречи с самим президентом Рузвельтом. В институт позвонил секретарь президента, и вместо того, чтобы соединить его с Эйнштейном, его переключили на Флекснера, который обматерил немного удивленного секретаря. Мол, вы что, вообще сдурели? Какая, простите меня, встреча с президентом? Профессор Эйнштейн хочет сконцентрироваться на научной работе, и чтобы его все оставили в покое. В общем, отказался. А теперь представьте удивление Эйнштейна, когда он обо всем этом узнал. Причем случайно. Один его знакомый, недавно ставший министром, позвонил ему домой и спросил, почему его начальник так странно себя ведет. В итоге встреча с президентом все-таки состоялась. Эйнштейн написал первой леди Элеоноре Рузвельт, и 24 января 1934 года Альберт вместе с Эльзой прибыли в Белый дом. Публичных заявлений после двухдневных бесед сделано не было, так что содержание этих разговоров нам неизвестно. Однако мы знаем, что после всего этого Эйнштейн направил жалобу на Флекснера в попечительский совет института и потребовал прекратить это вторжение в его личную жизнь, иначе он просто уволится. Требования выполнили, но отношения с директором были испорчены. Так, например, когда в Принстон прибыл Эрвин Шрёдингер и Эйнштейн попытался устроить его в институт, Флекснер ответил грубым отказом, посчитав, что важнее сказать Эйнштейну «нет», чем заиметь целого Шрёдингера. Непростой рабочий климат, это правда. Но помимо таких вот трудностей публичной жизни, Эйнштейна вскоре захватил и круговорот семейных проблем, обернувшийся целым рядом тяжелых утрат. Как только они обосновались в Принстоне, Эльзе пришлось срочно ехать в Париж к своей старшей дочери Ильзе. 37-летняя девушка тяжело заболела. Поначалу думали, что это туберкулез, но оказалось, что это лейкемия. Но еще хуже было то, что Ильза была сторонницей психосоматики и считала, что все болезни от нервов. В итоге она стала лечить рак курсами психоанализа. И когда к ней примчалась мать, уже вообще ничего нельзя было сделать. Ильза умерла в муках весной 1934-го, и это стало для ее матери сильнейшим ударом. Вместо того, чтобы захоронить прах дочери, Эльза поместила его в специальный пакет, который вшила в подушку и забрала с собой обратно в Штаты. Она говорила: «Так моя дочь всегда будет оставаться со мной, и никто не сможет нас разлучить». Вскоре и сама Эльза тяжело заболела. У нее появилась отечность глаз и постоянная усталость, но нью-йоркские врачи лишь развели руками и сказали, что это что-то с сердцем и почками. Побольше отдыхайте, поменьше уставайте.
Небольшое облегчение наступило, когда из Парижа к ним в Принстон переехала ее младшая дочь Марго и поселилась в их доме. Ближайшие летние каникулы они все вместе провели в небольшом домике на берегу озера Саранак в горах на севере штата Нью-Йорк. Эльза надеялась, что там ей станет лучше, но добавляла, что она бы мгновенно исцелилась, если бы хоть на минуту могла бы еще раз взглянуть на Ильзу. Ей там действительно было получше, однако по возвращении в Принстон и с наступлением зимы ей снова стало плохо. Как все это воспринял Альберт? Существует два письма Эльзы к своим подругам, которые формируют совершенно диаметральные представления. В одном говорится: «Мой муж полностью захвачен своими расчетами. Я никогда еще не видела, чтобы он был так поглощен работой». Из такого контекста перед нами вновь возникает тот самый Эйнштейн, который пытается отгородиться от несчастья тем, что с головой уходит в работу. Однако другое письмо описывает его с совершенно другой стороны. Он много читает для меня вслух и так огорчен моей болезнью, что слоняется по дому как потерянный человек. Я никогда не думала, что он так сильно меня любит, и это согревает меня. Эльза умерла 20 декабря 1936 спустя 3 года после их эмиграции в Америку. Альберт был полностью опустошен этой утратой. Да, они не были образцовой семьей. Страсть и романтика никогда не были отличительной чертой этой пары. Альберт порой ходил налево, и не то чтобы это было великой тайной, но они заботились друг о друге, они держались друг за друга. И теперь, когда ее не стало, он чувствовал себя покинутым и одиноким. Друзья, которые редко становились свидетелями проявлений его чувств, впервые увидели, как Альберт Эйнштейн горько плачет. Утешением стало то, что его старший сын Ганс Альберт вместе с женой и 2 детьми тоже решил эмигрировать в Соединенные Штаты. В конце 1937 года Ганс приехал с 3-месячным визитом и присмотрел себе хорошенькое местечко в Южной Каролине, а через год уже окончательно переехал вместе со всей семьей. Он все так же работал инженером, занимался охраной почв и исследованием течений рек, поэтому смог найти место при Министерстве сельского хозяйства США, а позже перебрался в Калтех в Пасадене. Ганс Альберт Эйнштейн стал крупным специалистом по изучению рек и сделал блестящую карьеру, никак не опираясь на авторитет своего отца. Кроме этого, он, несмотря на протесты своих родителей, счастливо жил в браке с Фридой, которая к тому моменту уже родила 2 прекрасных мальчиков. Однако и тут к Эйнштейнам подкралось несчастье. Дело в том, что Ганс и Фрида были сторонниками религиозного течения, которое называется христианская наука. Особенностью этого течения зачастую является отказ от медицины. Поэтому, когда их младший сын, 6-летний Клаус, заболел дифтерией, они стали лечить его молитвами. Мальчик умер через месяц. Если вас удивляет вихрь разнообразных событий, который накрыл нас в этой главе, то знайте, что все это произошло всего за 5 лет с момента эмиграции Эйнштейна в Америку. По сути, весь этот водоворот событий раскручивался одновременно, и такими вот темными тропами мы подошли к роковому 1939 году, когда весь мир провалился в бездонную пропасть жестокости и отчаяния. Закончилась эта история атомным взрывом, но началась она, в нашем случае, с Нильса Бора, одного из отцов квантовой механики. В 1939 году он приехал в Принстон встретиться с коллегами, но на этот раз не случилось эпических дебатов с Эйнштейном касательно квантовой механики. Бор привез новости. Ему стало известно, что 2 физиков в Берлине, Отто Ган и Фриц Штрасман, бомбардировали тяжелый уран нейтронами и добились расщепления атома на 2 более легких элемента. При этом лишняя масса преобразовалась в энергию. Это было прямое следствие уравнения Эйнштейна эквивалентности массы и энергии E равно mc квадрат. Эта самая лишняя масса, оставшаяся при делении и помноженная на квадрат скорости света, превращается в чистую энергию, причем большую. Все это значило лишь одно: немцы высвободили энергию атома
и открыли путь к делению урана. Но это лишь первый шаг. Далее на сцену выходят итальянец Энрико Ферми и Лео Сциллард, венгерский физик и изобретатель, давний знакомый Эйнштейна. Много лет назад в Берлине Лео вместе с Альбертом запатентовали новый холодильник, но успеха на рынке не достигли, и Сциллард с головой ушел в физику, но не абы какую, а ядерную физику. Многие годы он работал над атомной проблемой, и когда в Германии к власти пришли нацисты, Сциллард вместе со своим другом Юджином Вигнером перебрались в Англию, а затем и в Соединенные Штаты. Там до них и дошли новости о делении урана, и далее уже эти люди будут двигать вперед атомную физику. Благодаря работам Ферми и Сцилларда стало понятно, что деление ядра урана и вылетание из него нейтрона – это еще не все. Если у нас есть определенная критическая масса урана, то при делении ядра нейтрон не просто улетит куда-то восвояси, а может попасть в соседние целые ядра и разделить уже их. Из них тоже вылетают нейтроны и попадают уже в других соседей. И так, словно снежный ком. Чем больше делится ядер, тем больше новых нейтронов, которые делят еще больше ядер. В итоге происходит цепная реакция. И если у нас есть много урана, то цепную реакцию можно довести до колоссального выделения энергии, которое можно сравнить разве что со взрывом. Сциллард понял, что это не просто путь к новому виду энергии, это может привести к созданию нового типа оружия. Оружие, которое не имеет аналогов по своей мощности. Оружие, созданием которого, по всей видимости, занялась нацистская Германия. Но для подобных разработок необходим важный ресурс – урановая руда, или, как еще иногда говорят, природный уран. Разработкой такой руды в тот момент активно занималась Бельгия в своей африканской колонии Конго. Однако тогда ценность этого материала была известна лишь немногим физикам, и Сциллард с Вигнером предположили, что Германия может договориться с ничего не подозревающей Бельгией, наладить поставки урана и втихаря создавать бомбу. Они решили, что нужно предупредить об этой опасности бельгийское правительство, мол, не продавайте уран Германии. Но как их предупредить? Кто послушает двух малоизвестных венгерских беженцев? И тут тропа истории выводит нас обратно к Эйнштейну. В те времена, когда он укрывался от нацистов в Бельгии, он познакомился и подружился с королем и королевой и наладил с ними постоянную переписку. Сциллард решил, что если есть человек, способный донести до бельгийских монархов всю серьезность ситуации, то это Эйнштейн. Они приехали к Альберту и без утайки рассказали все как есть. Про высвобождение энергии, про взрывную цепную реакцию, про урановую руду в Конго. Эйнштейн внимательно слушал своих гостей и их тревожный рассказ, а после произнес: «Я был уверен, что этого невозможно добиться в лаборатории. Вы правы, нужно что-то сделать». Втроем они составили предостерегающее письмо, которое намеревались отправить бельгийскому послу в Америке и предупредить короля и королеву о возможной опасности подобных сделок с немцами. И тут есть некоторое разделение мнений по поводу того, как был составлен документ. Кто именно его написал? По одним сведениям, Эйнштейн продиктовал по-немецки текст, а Сциллард записал и потом перевел на английский. По другим, Сциллард сам придумал и написал текст, а Эйнштейн лишь подписался под ним. Позже Эйнштейн сказал, что он всего-то выступил в роли почтового ящика и лишь подписал готовое письмо. Но это уже большого значения не имеет. Письмо составлено от имени Эйнштейна и подписано его рукой. Так что кто там его набирал, переводил или печатал, уже особо и не важно. Дело было сделано. Но тут возникла другая проблема. Речь идет об угрозе мирового масштаба и особом уровне секретности. Поэтому, как беженцы, получившие убежище в Соединенных Штатах, они просто не могут сообщать такую информацию, не уведомив об этом американское правительство. Это попахивало бы шпионажем, поэтому они решили написать сопроводительное письмо в Госдепартамент США и передать его через своего знакомого Александра Сакса, влиятельного банкира, который в свою очередь уже лично знаком с самим президентом Рузвельтом.
Сакс посмотрел на письмо и чуть последние волосы не потерял от изумления. Он настоял на том, что это дело государственной важности и что такого рода информацию нужно донести напрямую до президента Рузвельта. Сакс пообещал лично доставить письмо в Белый дом и вручить его в руки президента. Однако Эйнштейн понял, что раз дело принимает такой оборот и выходит на самый высокий уровень, то нужно составить новое письмо. Речь идет уже не о просьбе к бельгийским министрам соблюдать осторожность, а о возможной попытке остановить Германию. Он вновь пригласил к себе Стилларда, и вместе они составили новое письмо, отрывки из которого сейчас будут зачитаны, но чтобы никто не подумал, что я что-то вырвал из контекста, на экране будет полный текст. Сэр, некоторые недавние работы Ферми и Стилларда заставляют меня ожидать, что в ближайшем будущем уран может быть превращен в новый и важный источник энергии. Некоторые аспекты возникшей ситуации требуют бдительности и при необходимости быстрых действий со стороны правительства. Поэтому я считаю своим долгом обратить на это ваше внимание и дать несколько рекомендаций. За последние 4 месяца стала вероятной ядерная реакция в крупной массе урана, вследствие чего может быть освобождена значительная энергия. Это произойдет уже в ближайшем будущем. Однако это новое явление способно привести также к созданию бомб, возможно, исключительно мощных бомб нового типа. Одна такая бомба, доставленная на корабле и взорванная в порту, полностью разрушит весь порт с прилегающей территорией, хотя такие бомбы могут оказаться слишком тяжелыми для воздушной перевозки. В Соединенных Штатах немного месторождений урана, и они очень бедны. Ценные месторождения его находятся в Канаде и бывшей Чехословакии, но наиболее важный источник урана – бельгийская Конго. Ввиду этого, не сочтите ли вы желательным установление постоянного контакта между правительством и группой физиков, исследующих в Америке проблемы цепной реакции? Необходимо поддерживать связь с правительственными учреждениями, информировать их об исследованиях и давать им все необходимые рекомендации, в особенности по части обеспечения Соединенных Штатов ураном. Необходимо содействовать ускорению экспериментальных работ университетских лабораторий путем привлечения частных лиц и промышленных лабораторий, обладающих нужным оборудованием. Также мне известно, что Германия в настоящее время прекратила продажу урана из захваченных чехословацких рудников. Такие шаги, быть может, станут понятными, если учесть, что сын министра иностранных дел прикомандирован к институту в Берлине, где в настоящее время и проводятся работы по исследованию урана, аналогичные с американским. Искренне ваш Альберт Эйнштейн. И что же все это значит? Эйнштейн предупреждает Рузвельта о том, что скоро уран станет мощным источником энергии, и что с его помощью можно создать бомбу чрезвычайной мощности. Он говорит о том, что у Америки нет богатых месторождений, а вот у Германии есть в оккупированной Чехии. Более того, немцы теперь не продают уран на экспорт, а оставляют его себе и ведут с ним какие-то исследования в институте Берлина. Эйнштейн недвусмысленно намекает на то, что, скорее всего, нацисты создают такую вот супербомбу, и Рузвельту следует предоставить всю возможную поддержку тем институтам Америки, где физики ведут исследования ядерных цепных реакций. Письмо датировано 2 августа 1939 года и стало историческим документом, по сути, положившим начало атомной эпохе. Оно считается одним из самых влиятельных документов 20 века, изменившим ход истории всего человечества. В сентябре 2024 года оригинал этого письма был выставлен на продажу на одном из американских аукционов и ушел с молотка за $4 миллиона. При этом, кто был покупателем, неизвестно. И я, конечно, тоже не знаю, кто это. В интернете никто не узнает, что ты лапаешь ценнейшие исторические документы без перчаток. В общем, с некоторой задержкой 11 октября 1939 Сакс доставил его в Белый дом и вслух прочитал президенту. Рузвельт внимательно выслушал, но каких-то признаков волнения не подал.
Его ответ Эйнштейну был формальным и ни к чему не обязывающим. «Мой дорогой профессор, хочу поблагодарить вас за это письмо. Я счел этот вопрос очень важным, потому созвал совет из представителей Бюро стандартов и доверенных лиц из Министерства обороны, чтобы тщательно изучить возможности вашего предложения относительно элемента урана. Пожалуйста, примите мою искреннюю благодарность. Искренне ваш президент Рузвельт». Оставайтесь на линии, ваше мнение очень важно для нас. На самом деле, сухие и обтекаемые формулировки Рузвельта – это лишь прикрытие. Слова Эйнштейна действительно звучали очень тревожно, ведь пока Сакс нес письмо до Белого дома, началось страшное. Гитлер вторгся в Польшу, а Франция и Англия в ответ объявили войну Германии. Через 21 год после завершения Первой началась Вторая мировая война. Хронологию событий вы знаете не хуже меня. Да и, наверное, стоит оставить это для разбора военным историкам. 1 сентября 1939-го – нападение на Польшу. Весна 40-го – вторжение во Францию, Данию, Нидерланды, Бельгию и Норвегию. 22 июня 1941-го – нападение на Советский Союз. За 2 года во власти Гитлера оказалась почти вся Европа, и везде, где ступала нога немецкого солдата, уничтожалось абсолютно все, что считалось несовместимым с нацистской идеологией. В первую очередь евреи, коммунисты, цыгане, душевнобольные и инвалиды. Тотальное всесожжение, что происходит от греческого слова «холокост». Миллионы жертв по всей Европе. Гетто, концлагеря, расстрелы, газовые камеры, опыты на людях. Без всяких преувеличений, это одно из худших событий в истории человечества. Но была вероятность того, что все станет еще хуже. И речь тут идет как раз об атомном оружии. Было очевидно, что если нацистам удастся создать такую бомбу, или что еще хуже, несколько бомб, то они, не думая ни секунды, применят это оружие везде, где только смогут. Они не будут избирательны в своих атаках и не будут считать, сколько людей пострадало. Если Гитлеру удастся дотянуться до красной кнопки, то весь мир покроется радиоактивным пеплом. Пока охваченная огнем Европа билась в агонии, Америка официально в войну не вступала. Однако это был лишь вопрос времени, так что начался процесс активного перевооружения и разработки новых видов оружия, включая и атомную бомбу. Это была гонка на выживание. Уничтожь врага, пока он не уничтожил тебя. Рузвельт собрал комитет из генералов и ученых, в который вошли Сциллард, Вигнер и Теллер. Однако темпы работы вызывали у физиков недоумение. За первые несколько месяцев 1940 года на эксперименты с графитом и ураном было выделено всего $6000. Ясное дело, что такого финансирования не хватит, вообще ни на что. И Сциллард пытался как-то расшевелить ленивых бюрократов, но без толку. Все были заняты вопросами более практичными, чем какая-то там фантастическая бомба. А тем временем из Германии приходили все более тревожные новости. Одним из руководителей немецкого ядерного проекта стал уже знакомый нам физик Вернер Гейзенберг. Да, тот самый Гейзенберг, который ученик Нильса Бора и который вывел принцип неопределенности в квантовой механике. Он оставался в Германии и продолжал научную работу, хоть любви к нацистам и не питал. Гонка с таким именитым физиком была тем еще испытанием, особенно когда твой бюджет составляет $6000. И Сциллард вновь приехал к Эйнштейну с просьбой написать новое письмо Рузвельту. Эйнштейн попросил президента разобраться, как обстоят дела в американском ядерном проекте. Все ли идет по плану, есть ли достаточное финансирование и можно ли как-то ускорить темпы работы. В качестве дополнительной мотивации Эйнштейн привел новости о Гейзенберге, и это сработало. Рузвельт распорядился разобраться в ситуации и действительно начать серьезную работу. Началось формирование коллектива людей, которым предстоит создать новое оружие. И тут встал вопрос о допуске к проекту нашего главного героя. Комитет запросил у ФБР характеристику Эйнштейна, можно ли ему давать допуск к гостайне. И вот эта характеристика – это отдельная история.
Помните, я рассказывал о том, как у Эйнштейна возникли проблемы с американской визой, когда на него настрочили донос бешеной американской патриотки. В доносе сообщалось, что Эйнштейн коммунист, анархист, пацифист, феминист и еще бог знает какой ист. Но вместо того, чтобы выкинуть этот пасквиль в мусорное ведро, ФБР всерьез этим заинтересовалось. Бюро состряпало досье на Эйнштейна, состоящее из 1500 страниц, в котором было неправильно почти все. От базовых вещей типа «единожды состоял в браке и имеет одного единственного сына» до участия в множестве социалистических партий и поддержки коммунистов в СССР, в чем Эйнштейн по факту никогда не был замечен. Естественно, директор ФБР заявил, что человек с таким прошлым не мог за такое короткое время стать настоящим лояльным американцем, а значит, допуск к гостайне ему предоставлять категорически нельзя. В итоге Эйнштейн был признан неблагонадежным и в проект не попал. На самом деле он не очень-то этого и хотел. Да, наш герой уже не был тем пацифистом, призывающим к всеобщему разоружению, и по сути сам дал старт атомной эпохе. Но одно дело подтолкнуть к созданию оружия в противовес планам нацистов, и совсем другое — это собственноручно его создавать. К тому же, если бы он и захотел, то ничем не смог бы помочь, потому что он не был физиком-ядерщиком. Это просто не его специальность. В итоге, 6 декабря 1941, спустя 2 года после первого письма Эйнштейна, был запущен сверхсекретный проект по разработке атомного оружия, который получил название «Проект Манхэттен». Америка негласно вступила в гонку вооружений, но по роковому совпадению на следующий же день вступила в войну уже официально. 7 декабря Япония атаковала Пёрл-Харбор, и последние фигуры этой кровавой партии вышли на игровое поле. Вступление в войну подтолкнуло американское руководство к еще более активной разработке вооружений, так что проект Манхэттен сразу же заработал в полную силу. Военным руководителем был назначен генерал Гроувс, а во главе научной команды был поставлен физик, чье имя уже звучало во второй части моего рассказа — Роберт Оппенгеймер. Американский физик-теоретик, родившийся в 1904 году. Учился в американском Гарлеме, английском Кембридже и немецком Геттингене, а позже написал знаковую работу на тему гравитационного коллапса звезд. Помимо Оппенгеймера в проект были включены уже знакомые нам Лео Szilard, Эдвард Тейлор, Юджин Вигнер, Энрико Ферми, а позже и Нильс Бор, тайно эмигрировавший в Америку. Бор, наполовину еврей, до последнего пытался усидеть в Дании с 40-го года, находившийся в немецкой оккупации. Поначалу немцы обращались с Данией сравнительно мягко, по крайней мере, если сравнивать это с тем кошмаром, что происходил в Польше. Однако, когда Советскому Союзу ценой более чем 1 миллиона жизней удалось нанести нацистам поражение в Сталинградской битве, наступил переломный момент во всей войне. Буквально сразу же немецкие оккупационные режимы по всей Европе начали затягивать гайки, и в 1943 году Бору пришлось бежать вместе с семьей сначала в Швецию, а затем в Англию. Там ему выдали поддельный паспорт на имя Николаса Бейкера, с которым он переправился в Америку и в итоге был присоединен к атомному проекту. В общем, работа пошла, но стоит понимать, что проект Манхэттен — это не просто группа ученых, которые из ничего создали бомбу у себя в лаборатории. Это была целая сеть промышленных и научных центров по всей Америке. В общей сложности в проекте участвовало более 100 тысяч человек, среди которых были ученые, военные, инженеры, промышленники и строители. В таком случае возникает вполне логичный вопрос: как при таких масштабах удалось сохранить секретность? Да все просто, лишь небольшая группа людей знала, что в действительности они создают. Средние начальники знали лишь, что это как-то связано с атомной энергией, а рабочий и обслуживающий персонал вообще понятия не имел, что происходит. И все равно некоторые утечки были. В определенный момент среди сотрудников обнаружились советские шпионы, которые уже успели передать своему руководству несколько важных секретов. Но об этом позже. Ну и теперь давайте поговорим уже о самом ходе работ.
Дальше будут некоторые тонкости, которые чаще всего обходят стороной, чтобы не вдаваться в научные детали, но это действительно важно для контекста всей истории. В общем, для реализации проекта ученым в первую очередь нужно было получить материал, пригодный для ядерного деления. Проблема в том, что природный уран, та самая руда, на 99 с лишним процента состоит из изотопа уран-238, который не очень охотно делится и препятствует цепной реакции. Однако в природном материале был и другой изотоп – уран-235. Радиоактивный, прекрасно делится и готов к цепной реакции, но его содержание в урановой руде чудовищно мало – меньше 1%. И тут у физиков было два варианта решения этой проблемы. Первым было обогащение урана. По сути, это разделение природного урана на ненужный изотоп 238 и нужный 235. В результате такого разделения, тем или иным способом, мы получаем отдельно друг от друга объединенный почти нерадиоактивный уран и обогащенный, где содержание изотопа уран-235 уже не 0,7%, а, например, 10 или даже 20%, что отлично подходит для контролируемой цепной реакции. Но тут есть проблема. Для получения достаточного количества обогащенного урана нужно много времени и очень много руды. Второй способ – это получение изотопа плутоний-239. Берется, опять же, природный уран, облучается нейтронами и преобразуется в изотоп уран-239, после чего производится два бета-распада, и вуаля, у нас есть радиоактивный материал, готовый к цепной реакции. При этом природной урановой руды для такого метода нужно меньше, чем для обогащения. Но для всех этих манипуляций с облучением нейтронами нужен специальный урановый котел, проще говоря, реактор. И я бы не стал вас грузить этими тонкостями, если бы это не было очень важным, можно сказать, решающим фактором во всей истории. Так что давайте зафиксируем. Для цепной реакции нам нужен либо обогащенный уран, для которого нужно очень много урановой руды, либо плутоний, для которого нужно меньше руды, но нужен реактор. В общем, первый способ, то есть обогащение урана, стала приоритетной задачей, и ей занялась лаборатория Оук-Ридж. По сути, небольшой научный городок в штате Теннесси, созданный как раз в ходе работы над проектом Манхэттен. Сюда перевезли ученых и инженеров с их семьями, чтобы они ежедневно занимались своей работой. И в итоге здесь было построено сразу 4 завода по обогащению урана. Зачем сразу 4? Дело в том, что предполагаемых способов обогащения урана было несколько, и не было уверенности в том, какой будет эффективным, а какой нет. В итоге решили попробовать сразу все. С помощью газовой центрифуги, с помощью огромного магнита, с помощью газовой диффузии и с помощью термодиффузии. Физики Оук-Риджа приступили к экспериментам с обогащением, но в то же самое время велись разработки и по второй методике – наработке плутония. К концу 1942 года Энрико Ферми в Чикагском университете смог сконструировать первый ядерный реактор. В качестве топлива был использован природный уран, а для контроля над ходом реакции был использован графит. Он хорошо поглощает нейтроны и в случае чего может быстро все заглушить. В общем, 2 декабря на реакторе, больше похожем на склад бревен, Ферми впервые в истории смог запустить самоподдерживающуюся цепную реакцию. Мощность была небольшая, меньше 1 ватта, но тут важен сам факт осуществления контролируемой цепной реакции. Это возможно, и это открывало путь к разработке плутония. Стало ясно, что проект на верном пути, так что вскоре в лаборатории Оук-Ридж был запущен уже большой полноценный реактор, который заработал в полную силу. Процессы обогащения урана и наработки плутония были налажены, и дальше началось создание уже непосредственно самих бомб. Накопленный обогащенный уран и оружейный плутоний передали в другую секретную лабораторию Лос-Аламос. Это, по сути, тоже был отдельный научный городок в забытой богом пустыне на севере штата Нью-Мексико.
Здесь под руководством Роберта Оппенгеймера и при активном участии Бора, Сцилларда, Тейлера и Вигнера к 1945 году было разработано 3 бомбы – урановый малыш и плутониевые толстяк и гаджет. Гаджет в русской литературе чаще называют «штучка», но это не совсем верно. Ученые в своей работе старались избегать таких зловещих терминов, как «бомба», а потому называли ранний прототип просто «устройство», по-английски «гаджет». Со временем термин прижился и в конечном итоге стал именем собственным, так что версия с названием «штучка» действительно не совсем верная. В общем, урановый малыш был бомбой, как это называется, пушечного типа. Если сильно упростить, то работала она следующим образом. Внутри находилась труба, сделанная буквально из ствола корабельной пушки, а обогащенный уран, которого в бомбе было без малого 70 кг, был разделен на 2 отдельных сегмента. По отдельности они не составляли критическую массу и были относительно безопасны, но при запуске детонирующего механизма один из этих сегментов выстреливался внутри этой трубы по направлению ко второму сегменту. Они соединялись, масса становилась сверхкритическая, запускалась цепная реакция, и через долю секунды происходил взрыв. С точки зрения конструкции, простой и безотказный механизм. Вот только полученного обогащенного урана хватило лишь на одну бомбу. 2 другие были на плутонии, но тут такая схема взрыва просто не сработает. Дело в том, что в полученном плутониевом материале оказалась большая примесь еще одного изотопа – плутоний-240. Он, в свою очередь, склонен к спонтанному делению и вступит в реакцию раньше, чем нужно. В результате вместо взрыва будет пшик. То есть пшик – это реальный физический термин, когда взрывается лишь часть заряда, а остальное просто сгорает впустую. В итоге, после долгих и мучительных расчетов, была разработана другая схема – имплозивная. Тут все намного сложнее. Плутониевое ядро, представляющее собой 2 полусферы, окружено сдерживающей оболочкой, снаружи которой установлена медленная взрывчатка. Между 2 полусфер ядра находится маленький шарик из бериллия, который будет служить инициатором цепной реакции. Этот шарик еще называют ежиком. В нужный момент взрывчатка на оболочке подрывается, оболочка сжимается и, соответственно, сжимает плутониевое ядро, которое в свою очередь входит в контакт с ежиком. Из ежика начинают вылетать электроны, взаимодействующие с плутонием, что и запускает цепную реакцию, после чего следует взрыв. Звучит очень замудренно, и на самом деле так и есть. Причем путь к этому знанию немного позже привел к одной трагедии, о которой сейчас редко вспоминаю. На последних этапах работы молодой физик Луис Слотин занимался экспериментами по установлению точной критической массы плутония, то есть сколько вещества нужно, чтобы запустить цепную реакцию. Но в самый ответственный момент отвертка выскочила у него из рук, и полусферы сблизились больше, чем нужно. В эту же секунду помещение озарилось ярко-синим светом, и началась цепная реакция. Слотин, понимая, что его коллеги в эту самую секунду получают высочайшие дозы облучения, голыми руками разомкнул полусферы плутониевого ядра и ценой смертельной дозы остановил реакцию. Как только голубой свет погас, Слотин скомандовал замереть на месте всем, кто присутствовал в лаборатории. Он схватил лист бумаги и карандашом начертил, кто где стоял в момент инцидента, чтобы хотя бы приблизительно оценить степень их облучения. В итоге очень высокие дозы получили сотрудники Грейвс, Юнг и Кляйн. Они выживут, но много лет будут мучиться от последствий лучевой болезни. Однако тяжелее всех досталось самому Слотину. Его срочно доставили в больницу Лос-Аламоса, где через несколько дней он умер в страшных муках. В общем, сложная и опасная работа, в которой иногда приходилось разбираться буквально на ощупь. Но вернемся к устройству. Конструкторы не были уверены в надежности такого замудренного механизма детонации, как имплозивная схема, а потому решили провести испытания. И тут речь идет уже не об экспериментах, которые, как вы видите, тоже сопряжены с риском.
было решено взорвать одну из 2 плутониевых бомб на своем полигоне. Это испытание получило кодовое название Тринити и вошло в историю как первое в мире применение атомного оружия, правда пока что строго засекреченное. На полигон Аламогорде на юге штата Нью-Мексико была доставлена бомба-гаджет, без какой-либо баллистической оболочки и лишней электроники, просто начинка. Ее установили на 30-метровую вышку, и ночью руководители проекта должны были привести бомбу в действие из бункера, удаленного на 10 километров. Остальной коллектив, допущенный к наблюдению за испытанием, будет наблюдать тест из базового лагеря, удаленного уже на 18 километров. Ученые собирались посмотреть, как будет происходить взрыв и вообще сработает ли такая схема. На самом деле не было уверенности в том, что именно произойдет. У фирмы были даже опасения, что цепная реакция может выйти из-под контроля и распространиться на частицы воздуха, что в итоге может привести к возгоранию буквально всей атмосферы Земли. Но это был совсем уж маловероятный сценарий, и в основном все спорили, какой именно мощности будет взрыв. Оценки были очень разные, от 300 до 18 тысяч тонн в тротиловом эквиваленте. Кто-то ставил на то, что бомба вообще не взорвется, но в итоге не угадал никто. Гаджет взорвался с мощностью, превышающей даже самые смелые прогнозы – 21 тысяча тонн. В первые миллисекунды после взрыва появился гигантский плазменный шар диаметром в несколько сотен метров, который буквально испарил все, что оказалось внутри него. Вспышка света была во много раз ярче дневного солнца, и если бы кто-нибудь из наблюдателей в бункере посмотрел бы на нее без защитных очков, то мгновенно потерял бы зрение. Вскоре после вспышки пришла тепловая волна, и, судя по воспоминаниям наблюдателей, стало жарко, как в духовке. Через 40 секунд после детонации оглушительным ревом принеслась ударная волна, сносившая все на своем пути. Ее можно было ощутить как легкий ветерок, находясь даже в 150 километрах от эпицентра. На месте взрыва поднялся гигантский столб огня, принявший устрашающую форму грибовидного облака высотой 12 километров. Вся долина была озарена ярко-красным светом, а зарево было заметно даже на расстоянии в 250 километров. Конечно, это не осталось незамеченным среди гражданских лиц, но свидетелям это объяснили как пожар на складе боеприпасов, мол, ничего серьезного. Позже на месте взрыва был обнаружен 80-метровый кратер, в котором песок превратился в радиоактивное зеленоватое стекло. В общем, испытания прошли успешно. Это было величайшее достижение человечества в области собственного уничтожения. Первой реакцией ученых была радость. Им удалось, сработало. Но у многих очень быстро эти эмоции сменились осознанием того, что они привнесли в этот мир, который уже точно не будет прежним. Оппенгеймер, глядя на атомный гриб, порожденный его творением, произнес слова из древнего индийского эпоса Бхагавад-гиты. «Мощью безмерной и грозной небо над миром блистало б, если бы 1000 солнц разом на нем засверкало». Через несколько мгновений он добавил еще одну фразу оттуда же: «Я становлюсь смертью, сокрушительницей миров». Это был поворотный момент для всего человечества. И теперь давайте зафиксируем цепочку событий. Обогащение урана, создание реактора с графитом, получение плутония, создание бомбы и непосредственно испытание. Однако я кое-что от вас скрыл, или правильнее будет сказать, умолчал до определенного момента. Важная деталь, которая меняет абсолютно все. Испытание Тринити состоялось 16 июля 1945 года. К тому моменту Красная Армия уже 2 месяца как взяла Берлин и положила конец ужасам, порожденным гитлеровским режимом. Соответственно, вслед за Гитлером исчезла и угроза нацистского ядерного террора, в противовес которому и был создан проект Манхэттен. В таком случае возникает вопрос: а почему проект Манхэттен все еще существовал в июле 45-го? Зачем американцам бомба?
Атомная бомба – это одно из самых страшных изобретений человечества. Но пока мы не перешли к трагической развязке, нам следует сделать остановку и вернуться назад во времени. Мы посмотрим на обратную сторону этой истории, без которой весь этот длинный рассказ о проекте Манхэттен просто не имеет смысла. Об этом редко рассказывают или сводят все к одному предложению, но без этого вся эта история словно заключена в вакуум и никак не связана с остальным миром. Мы вернемся в 1939 год и посмотрим, как проходила работа над атомным проектом в Германии. Как я уже сказал, одним из руководителей немецкой ядерной программы был Вернер Гейзенберг. Другим ведущим ученым этого проекта был физик Курт Дибнер. Он родился в 1905 в год, когда и было опубликовано знаменитое уравнение Эйнштейна, проложившее путь к ядерной физике. Именно Дибнер был человеком, занимавшимся разработкой прототипа немецкой бомбы. Но вот в отличие от Оппенгеймера, они руководили не многотысячной толпой людей, а небольшой группой ученых, не более 70 человек, которые вопреки всему старались реализовать атомный проект. Почему вопреки всему? Потому что была одна фундаментальная проблема. Помните, я рассказывал вам про Филиппа Ленарда, физика-нациста, злейшего врага Эйнштейна? Я не просто так заострил на нем столько внимания, ведь когда он стал одним из идейных лидеров немецкой физики, главной своей задачей он избрал искоренение еврейского влияния на науку, в первую очередь всего, что было создано Альбертом Эйнштейном. И вот эта самая фундаментальная проблема заключалась в том, что вся эта история с делением атома и выделением энергии – это прямое следствие ненавистной Ленарду специальной теории относительности. Высвобождение энергии происходит по формуле E равно mc квадрат. Для сторонников так называемой арийской физики сама идея деления атома казалась мракобесием. Что уж говорить о попытках взять под контроль эту энергию. Однако соблазн создания супермощной бомбы был велик, особенно после того, как немцам все же удалось расщепить атом урана. Поэтому, переступив через ненависть к еврейской науке, нацисты одобрили старт атомного проекта. Как и в проекте Манхэттен, первостепенной задачей стало обогащение урана. Но уже на этой стадии сказалось то, что немецкая программа была далеко не такой масштабной, как в США, и финансировалась намного хуже. Когда встал вопрос о методах обогащения урана, в Америке в Оук-Ридже было построено сразу 4 завода, которые одновременно работали по разным методикам. У немцев же этим занималась одна группа ученых, вынужденная перебирать каждую из методик по очереди. И так уж получилось, что сначала они взялись за тот способ обогащения, который в итоге не сработал. Речь о газовой центрифуге. По своей сути, это 2 металлические трубы, между которыми запускали газообразный уран. Одну трубу нагревали, другую охлаждали, и в результате из-за разницы температур изотопы урана 235 и 238 должны были разделиться. Но, как оказалось, это не работает, и немцы потратили на эти безрезультатные эксперименты почти целый год, прежде чем нащупали действенный метод с огромным магнитом. Но даже с учетом этого запоздалого успеха немцев, стоит помнить, что обогащение урана – процесс не быстрый и требует огромного количества урановой руды, а начальство требовало результаты уже сейчас. Другим способом получения атомной энергии был реактор, и его проектированием занялся Гейзенберг. В качестве регулятора он решил использовать так называемую тяжелую воду. Это на вид такая же прозрачная жидкость, только вместо легкого изотопа водорода там использовался дейтерий, поэтому тяжелую воду иногда еще называют дейтериевой водой. Такое соединение выполняло сразу 2 функции – охлаждение реактора и замедление нейтронов, по аналогии с графитом. Почему Гейзенберг не использовал непосредственно графит? Тогда чистый графит был в большом дефиците в Германии и применялся в проектах, считавшихся немецким руководством более перспективными. Графит, доступный тогда Гейзенбергу, имел большое количество примесей и на роль регулятора просто не годился. Однако с тяжелой водой тоже были проблемы.
производить ее не так-то просто, и единственное подобное предприятие, доступное немцам, находилось в захваченной Норвегии. Завод назывался Норск Гидро, и указом высшего руководства вся произведенная им дейтериевая вода тут же перенаправлялась ученым ядерного проекта. В итоге Гейзенберг собрал первый рабочий прототип реактора в 1940 году. Устройство называлось Уранваген, то есть урановая машина. Но эксперимент оказался неудачным. Из-за ошибок в расчетах реактор просто не заработал. После нескольких переработок в начале уже 1942 года в Лейпциге был построен новый реактор Уранваген L4. В плане конструкции он представлял собой герметичный сферический корпус, содержащий полтонны уранового порошка в качестве топлива, а снаружи его окружала регулирующая оболочка, заполненная 100 литрами тяжелой воды. Первые испытания были многообещающими. Устройство демонстрировало явные признаки распространения нейтронов, и это за полгода до реактора в Ферме. Но оптимизм Гейзенберга и команды испарился уже через 3 месяца. 23 июня 1942 во время очередного испытания ученые заподозрили, что произошла внутренняя утечка воды, и открыли реактор для осмотра. Это была фатальная ошибка. Урановый порошок вступил в химическую реакцию с воздухом, и произошло самовозгорание. Это свойство мелко раздробленных материалов называют пирофорность, когда окисление вещества способно привести к резкому повышению температуры без внешнего нагрева. В итоге полтонны урана вспыхнули словно спичка и мгновенно вскипятили всю воду в оболочке. Из-за давления пара корпус не выдержал, и реактор взорвался. Горящий урановый порошок разлетелся по всей лаборатории, и начался сильный пожар. Никто не погиб, но лаборатория была уничтожена, что означало еще один серьезный провал. Немцы хотели стать первыми, кто добьется контролируемой цепной реакции, но стали первыми, кто устроил ядерную аварию. Но это был не единственный взрыв в истории немецкого атомного проекта. Помимо таких вот эпизодов с неудачными экспериментами, были и моменты, больше напоминающие боевики про шпионов и диверсантов. И тут действительно можно отдельный фильм снимать. В общем, в феврале 43-го в результате совместной работы норвежского сопротивления и британской разведки была осуществлена операция с кодовым названием «Ганнерсайд». Задачей операции было уничтожение завода Норск Гидро, производившего для немцев тяжелую воду. И это была уже вторая попытка уничтожить главное промышленное предприятие немецкого атомного проекта. В первый раз все обернулось провалом. Из-за неблагоприятной погоды часть диверсионной группы разбилась при высадке, а остальных обнаружили, взяли в плен и вскоре казнили. Во второй раз людей было меньше, но готовили их тщательно. В итоге ночью 27 февраля 6 диверсантов пробрались на территорию завода, заложили взрывчатку в производственном цехе и, отойдя на безопасное расстояние, совершили подрыв. Завод был почти полностью уничтожен, и хоть часть запасов тяжелой воды уцелела, производить новую теперь было невозможно. Операция Ганнерсайд была успешно выполнена. Судя по тому, что британская разведка хотела уничтожить именно это предприятие, они были в курсе немецкого атомного проекта. Несомненно, были утечки, как и с Манхэттеном, но в данном случае научный коллектив был небольшим, и контролировать его было куда проще. В результате утечки были небольшие, и то, на какой стадии находилась работа нацистов, достоверно никто из союзников не знал. При этом, даже несмотря на целую серию таких вот неприятностей и провалов, Гейзенбергу все же улыбнулась удача. Высшее руководство выделило средства на создание более совершенного реактора и распорядилось предоставить доступ к дефицитному графиту. Но на этот раз меры безопасности должны быть куда строже. В Берлине был построен секретный бункер, где весь 1944 год создавался реактор Уранваген Б8. Это было уже совсем другое устройство. В качестве топлива там использовались урановые кубики общим весом в 1,5 тонны. В роли регулятора выступал и графит, и остатки запасов тяжелой воды.
По всем прогнозам, он должен был запустить контролируемую, самоподдерживающуюся цепную реакцию, а первые испытания были намечены на начало 1945 года. Однако время поджимало. К началу 45-го советская армия, давно перешедшая в контрнаступление, уже освободила от фашистов Польшу и продолжала двигаться на запад, приближая неминуемое возмездие. Было очевидно, что боевые действия скоро прилетят бумерангом в саму Германию, и весь ядерный проект был спешно эвакуирован из Берлина на юг страны. Реактор был демонтирован и перенесен в деревню Хайгерлок, где ученые должны были продолжить эксперименты с цепной реакцией. Судя по всему, кто-то из немецкого руководства все еще питал надежды на создание бомбы и, видимо, воспринимал весь проект как последний шанс для тонущего гитлеровского режима. В марте стало известно о том, что реактор наконец запущен и вроде как заработал. Однако к концу апреля, когда выяснилось, что урана в реакторе все-таки недостаточно для критической массы, уже некому было об этом побеспокоиться. Красная армия вошла в Берлин, а немецкому нацизму оставалось жить считанные дни. В это же время в Хайгерлоке высадился американский десант и по заданию разведки взял под контроль атомную лабораторию. Оборудование и ресурсы, включая урановую руду, были захвачены. 10 немецких физиков, среди которых были Дибнер и Гейзенберг, были взяты в плен. Буквально за считанные часы все было кончено, и одновременно с падением гитлеризма завершился и немецкий атомный проект. Итак, резюмируем. У немцев был небольшой проект, несколько десятков ученых, не более. Такого масштаба исследований, как в США, в нацистской Германии не было даже близко. В первую очередь из-за фундаментальных идеологических противоречий с арийской физикой Ленарда. Но все же проект появился, и с определенной задержкой немцы нашли способ обогащения урана. Но со временем все же сделали ставку на создание реактора. Гейзенберг спроектировал 3 версии Уранвагена, но все они оказались нерабочими, а один из них вообще взорвался. В итоге из-за череды ошибок, неудач и откровенных провалов работа слишком затянулась, и война закончилась раньше. Немцам не хватило совсем немного времени, и в шаге от успеха с 3-м реактором проект был прерван и захвачен американским десантом. В общем, по целой совокупности причин немецкой атомной бомбы не случилось, но история на этом не заканчивается. Захваченных в Хайгерлоке немецких ученых спешно перевезли в Англию и посадили под домашний арест в небольшой усадьбе Фармхолл, доверху утыканной подслушивающими устройствами. Союзники хотели выяснить, как близко немцы были к созданию атомной бомбы, ведь достоверных и точных сведений не было до сих пор. В общем, ученых продержали в усадьбе полгода и записывали абсолютно все их разговоры. В 90-х годах стенограммы были рассекречены, и теперь мы знаем, о чем они говорили. Все зачитывать смысла, конечно же, нет, поэтому перескажу главное. Оказалось, что среди немецких ученых не было единого мнения касательно того, что делать после запуска реактора. Дибнер намеревался заняться разработкой непосредственно бомбы, чтобы припугнуть ей союзников и остановить наступление на Германию. Проект взрывного устройства на базе плутония у него уже был. Нужно было только запустить реактор, и дальше ведь дело за малым. А вот Гейзенберг говорил совершенно противоположные вещи. По его словам, он даже притрагиваться к бомбе не хотел и собирался приступить к разработке атомного двигателя. То есть всячески использовать энергию деления ядра в мирных целях. Эдакий мирный атом. Он говорил, что его пугала перспектива создания атомного оружия. И даже если Германия создаст такую бомбу и скинет ее, например, на Лондон, это не остановит войну, а лишь сделает ее еще более кровавой. Гейзенберг говорил, что считает Гитлера преступником и желает ему поражения, а весь их атомный проект, по его мнению, должен был принести человечеству пользу, а не разрушение.
Позже Гейзенберг и вовсе сделал сенсационное заявление, мол, в 1941 году ездил к своему старому другу Нильсу Бору в оккупированную Данию и пытался предупредить его о немецком атомном проекте. Более того, он сказал Бору, что намеревается собственноручно саботировать проект бомбы или хотя бы его замедлить. Однако он опасался, что за Бором следит гестапо, и потому не мог сказать ему об этом прямо. Гейзенберг говорил туманными намеками, и, как ему показалось, Бор его не понял. То есть Гейзенберг пытался изнутри сорвать немецкий атомный проект? Вот это действительно неожиданный поворот, опять же в духе каких-то шпионских историй. Но косвенные свидетельства этому действительно есть. Реакторы проектировал лично Гейзенберг, и каждый раз что-то шло не так. Первый почему-то вообще не заработал, второй взорвался, в третьем не хватило урана для цепной реакции. Каждый раз возникали какие-то неожиданные проблемы, ведь едва ли столь талантливый физик мог так много раз подряд ошибиться. Или все-таки мог? Сколько правды во всех этих рассказах о том, что Гейзенберг пытался помешать проекту? Давайте разберемся. Встреча Гейзенберга и Нильса Бора в 1941 году действительно состоялась. Да вот только у Бора от нее сложилось прямо противоположное впечатление. Вернер говорил о том, что он возглавляет проект и всеми силами будет добиваться его реализации. Твердил о неизбежной и очень скорой победе немецкого оружия. В общем, ничего такого, что хотя бы отдаленно напоминало планы сорвать проект, Бор в его словах не услышал. Наоборот, сказанное Гейзенбергом его напугало, отчего Бор тут же направил английским коллегам шифрованную телеграмму с предупреждением: немцы близки к успеху с атомным оружием. Позже, когда уже все было кончено и война была позади, Нильс написал письмо Вернеру, где оспаривал его трактовку этой встречи. Вы тогда говорили так, что у меня создалось твердое впечатление, согласно которому под вашим руководством в Германии будет сделано все возможное для создания атомного оружия. Вы выразили абсолютную уверенность, что Германия победит, и потому было бы глупо с нашей стороны лелеять надежду на иной исход войны. Вы также сказали, что нет никакой надобности говорить о деталях создания атомной бомбы, потому что они вам полностью известны. При этом совершенно непостижимым для меня кажется ваше нынешнее мнение, будто вы давали мне понять, что немецкие физики сделают все возможное, чтобы предотвратить такое использование атомной науки. Однако это письмо никогда не было отправлено. Оно лежало в столе Нильса Бора до самой его смерти и увидело свет лишь в 21 веке, когда были обнародованы его личные архивы. Что же это получается, Гейзенберг врал? Сложно сказать. У историков до сих пор нет однозначного ответа по его неоднозначной позиции. Одни говорят, что все эти слова про мирный атом и саботаж проекта – ложь, чтобы, во-первых, не выглядеть неудачником на фоне того, что американцы смогли, а немцы нет, а во-вторых, и это главное, чтобы обелить себя перед судом истории. Надеть, скажем так, белое пальто и сказать: «Я не с ними, никакую бомбу я не делал. Наоборот, я пытался остановить их». С этой точки зрения разговоры о реакторе и мирном атоме являются всего-навсего ширмой для прикрытия истинных мотивов. Реактор мог быть использован не для мирных гражданских целей, а для выработки плутония для бомбы. В таком случае Гейзенберг просто не успел ее сделать и использовал сложившуюся ситуацию, чтобы выйти сухим из воды. Другие исследователи говорят, что все это правда, и Бор действительно не понял Гейзенберга, который выражался слишком уж туманно. Что бы он там ни сказал на той встрече в Копенгагене, он действительно никогда не работал непосредственно над созданием бомбы. Все реакторы, что он спроектировал, по тем или иным причинам не работали. И это можно объяснить либо целой чередой глупых ошибок, либо тем, что он действительно тянул время и намеренно проектировал неработающие реакторы. Более того, всю свою оставшуюся жизнь, а это 31 год, Гейзенберг потратил на противодействие атомному оружию и развитию интернациональной науки в Берлине, свободной от национальных и расовых предрассудков.
Да и вскоре после окончания войны он снова наладил дружеские отношения с Бором и со своими коллегами, находившимися по ту сторону баррикад. И вот это уже неоспоримый факт, с которым согласны все историки. Получается, позиция автора принципа неопределенности слишком уж неопределенна. С точностью сказать, что было в голове Вернера Гейзенберга, вам не смогут ни ученые, ни даже экстрасенсы. Какой из двух версий верить и верить ли вообще, вы для себя можете решать сами. Я не собираюсь вас склонять к той или иной точке зрения, я просто излагаю известные мнения и аргументы в пользу той или иной версии. На этом история нацистской атомной программы и заканчивается. Гитлеризм канул в лету, а бомба так и не была создана. Главный антагонист Эйнштейна, Филипп Ленард, еще в ходе войны своими глазами увидел падение своих идеалов, когда даже нацисты признали, что специальная и общая теория относительности является неотъемлемой частью физики. Со временем Ленард утратил свое влияние на физиков в Германии и стал лишь символическим наставником, к советам которого не прислушивались даже самые преданные некогда сторонники. Когда война закончилась, его лишили всех званий, вышвырнули из университета Гейдельберга, и через 2 года, в 1947-м, 83-летний Филипп Ленард умер. Итак, к счастью Европы, да и, наверное, всего мира, немецкая атомная бомба так и не была создана. И хоть окончательно все стало ясно лишь 9 мая 1945 года, догадки о том, что подобного оружия у нацистов все-таки нет, возникли еще за несколько месяцев до взятия Берлина. Это было ясно уже потому, что немцы не ответили ядерным геноцидом, когда боевые действия начались уже на территории Германии. Мотивы, побудившие запустить проект Манхэттен, перестали существовать, но работа продолжалась. Почему? Объяснения этому звучали самые разные, от банально бюрократических до откровенно кровожадных. Чиновники обосновывали это тем, что проект запущен, работа идет, тратятся сотни миллионов долларов. Если просто взять его так в шаге от финальной точки и свернуть весь проект, то что же это? Денежки были потрачены впустую? Ученые, в свою очередь, говорили, что есть смысл довести ядерную программу до конца и предоставить человечеству новый источник энергии. Позаботиться о том, чтобы атом действительно был мирным, а не использовался для разрушения. Однако были еще и военные, мнение которых вызывало серьезные опасения. Угроза со стороны Гитлера, судя по всему, исчезла, да, но война ведь еще не окончена. Есть еще Япония, с которой американские солдаты уже который год ведут ожесточенные бои на Тихоокеанском рубеже и теряют тысячи своих граждан. Япония была серьезным противником с совершенно уникальным отношением к войне. Вы лучше меня знаете все эти истории про концепцию камикадзе, минирование погибших и вот это вот все. В общем, Япония сражалась отчаянно, и хоть перевес был явно не в ее сторону, сдаваться она не собиралась. Военный руководитель Манхэттенского проекта генерал Гроувс был убежден в том, что Японию не склонить к капитуляции никаким иным способом, кроме как применить против нее инновационное сверхмощное оружие – атомную бомбу. Уж такое-то должно оказать нужный эффект, и Гроувс активно лоббировал эту идею в кругах высшего руководства. Доводы у него были простые, мол, если высаживать американский десант на территории островной Японии, то сколько же будет ненужных потерь? Гроувс говорил, что куда проще скинуть на японцев супербомбу, после чего принудить их к капитуляции, и в итоге сохранить тысячи жизней молодых американских парней. Он говорил, что этот способ гуманнее. Однако Гроувс считал, что мало просто уничтожить какую-нибудь отдаленную военную базу японцев. Нужно организовать бомбардировку так, чтобы приоритетной целью был военный объект, но чтобы и по гражданским жилым районам тоже прилетело. Аргументировал он это тем, что они, видите ли, очень хорошо горят ввиду преобладающей деревянной застройки. Так что эффект на японское правительство будет куда более мощным, если мирное население тоже пострадает. Просто нет слов. Вообще, приближенные Гроувса говорили, что его не так беспокоило количество возможных жертв,
как то, что война слишком рано закончится, и он не успеет продемонстрировать мощь своего нового оружия. Естественно, такую бесчеловечную логику поддерживали далеко не все. Среди участников проекта, в первую очередь среди ученых, заговорили о целесообразности применения такого оружия в бою. Быть может, есть смысл устроить демонстрационный взрыв где-то у себя на полигоне, пригласить представителей ведущих стран, в первую очередь японское руководство, показать им, каким оружием теперь обладает Америка, и после такой эффектной демонстрации выдвинуть ультиматум врагу: сдавайтесь, или вот это прилетит к вам. Это уже чуть больше согласовывалось со здравым смыслом, но были и те, кто и вовсе призывал свернуть проект. Да, потрачено уже $2 миллиарда, но разве это стоит того, чтобы обречь сотни тысяч людей на мучительную смерть? Никогда не поздно просто взять и остановиться. К тому же, если Америка применит такое оружие против людей, особенно если против гражданских, то о каком доверии к Соединенным Штатам после этого может идти речь? Более того, все это может спровоцировать новую, еще более ожесточенную гонку вооружений, например, с Советским Союзом. И вот это уже точно не в интересах Америки. Так что надо либо сворачивать лавочку, либо заранее, до того, как полетят снаряды, созвать Международный комитет о контроле атомного вооружения. Да, это потребует от государств в некоторой степени пожертвовать своим суверенитетом, но это ведь лучше, чем глобальный ядерный конфликт, верно? Такую точку зрения, в частности, поддерживали Нильс Бор и, активнее всех, Лео Сциллард. Человек, который вместе с Эйнштейном дал старт всему происходящему и теперь пытался загнать выпущенного им джина обратно в бутылку. В один момент споры среди участников проекта достигли такого накала, что все вместе они решили провести тайное голосование среди 150 допущенных к тайне разработке ученых и по итогу обратиться к президенту с тем или иным предложением. Голоса разделились следующим образом. За боевое применение по плану Гроувса 23 голоса. За боевое применение, но исключительно по военному японскому объекту 69 голосов. За показательный взрыв у себя на полигоне 55. За то, чтобы все сохранить в тайне и не применять оружие вообще, проголосовало 3 человека. Как видите, единого мнения в коллективе не было. Согласие было лишь в том, что надо взрывать, а где и как договориться не удалось. В любом случае, все это голосование оказалось бессмысленным. Ведь когда его результаты положили на стол Гроувсу, он посмотрел на документы и ответил в духе: «Вот эти вот, кто проголосовал против военного применения, я знаю, кто это. Это Сциллард, Бор, Вигнер и другие беженцы из Европы. По сути, они даже не являются гражданами США, а их родственники не погибают сейчас на Тихоокеанском фронте. Им просто не понять нашего желания спасти американских солдат». Ну и дальше все в том же духе. В общем, результаты голосования полетели в мусорное ведро, и ни к чему это не привело. В ответ на это Сциллард пошел на крайнюю меру. В конце марта 45-го он поехал в Принстон к Эйнштейну и, нарушая все протоколы секретности, попросил Альберта снова написать президенту, призвать его остановить Гроувса и создать Международный комитет по контролю атомного вооружения. Удивительно, что в этом же месяце то же самое сделал и Бор. Он тоже приехал к Эйнштейну и тоже попросил его написать Рузвельту подобное послание. И Эйнштейн такой: «Вы просите меня написать президенту и отговорить его от того, о чем я и знать-то не должен. Каким образом я должен это сделать?» В общем, Эйнштейн написал Рузвельту письмо в духе: «Давно не было никаких новостей об атомном проекте. Я, конечно, ничего конкретно не знаю, но наверняка у вас там уже все близко к завершению. Не боитесь ли вы, что Америка с новым оружием может спровоцировать новую гонку вооружений? Может быть, пора задуматься о каком-то международном органе контроля?» Едва ли это обращение возымело бы нужный эффект, но узнать нам это уже и не удастся. В тот день, когда письмо Эйнштейна положили на стол Рузвельту, а именно 12 апреля 1945-го, президент внезапно умер от кровоизлияния в мозг, и послание осталось непрочитанным.
На смену ему пришел Гарри Труман, который, скажем так, был крайне удивлен, узнав, что, оказывается, Америка все эти годы создавала сверхмощное оружие, которое уже скоро будет готово. Среди тех немногих людей, кто был допущен к новому президенту с отчетом по Манхэттенскому проекту, пришел генерал Гроувс. И стоит ли удивляться, что ни о каких гуманных методах генерал Труману не говорил. Гроувс рекомендовал собрать временный комитет, который будет решать дальнейшую судьбу атомного оружия. И по какой-то невероятной случайности в него вошли по большей части генералы, политики и всего 3 ученых – Оппенгеймер, Ферми и Эрнест Лоуренс. Конечно же, Гроувс сделал все, чтобы к обсуждению не были допущены противники применения бомбы. И на первом же заседании 31 мая уже стало ясно, какой это будет комитет. Вопрос, применять бомбу или нет, на повестке дня даже не ставился. Добросердечные председатели сразу перешли к тому, как применять. В результате 2-дневных обсуждений комитет пришел к выводу, что демонстрационный взрыв на американском полигоне не произведет должного эффекта на Японию и не склонит ее к капитуляции. Нужны радикальные меры. Настолько радикальные, чтобы даже камикадзе испугались. В общем, рекомендации Временного комитета касательно нового оружия звучали следующим образом. Бомба должна быть применена против Японии без предупреждения и как можно скорее. Ее нужно использовать против двоякого по назначению объекта, например, военного завода, окруженного жилыми домами и прочей инфраструктурой, наиболее легко поддающейся разрушению. Это была полная победа плана Гроувса, и таким вот образом атомная бомбардировка Японии была предрешена. Но противники бомбежки и на этом не сдавались. Сциллард составил протестную петицию против боевого применения бомбы и стал собирать подписи участников Манхэттенского проекта. Чем ближе было завершение работ, тем больше людей, в основном молодых ученых, убеждалось в бесчеловечности применения такого оружия против людей. А потому подписи в петиции Сцилларда начали появляться одна за другой. Конечно, Гроувсу не нравилось хождение этой петиции среди сотрудников, но просто так запретить ее он не мог, поэтому поступил хитрее. Он вызвал Сцилларда и заявил: «Вы же понимаете, что этот документ, ввиду важности изложенной в нем информации, должен быть признан строго секретным, как и весь проект. Понимаете? При этом закон требует, чтобы секретные документы переправлялись с места на место только под военной охраной. Возможно, я вас расстрою, но у нас сейчас нет возможности выделить военный конвой для вашей петиции, а потому этот документ должен лежать в сейфе. В моем сейфе». Гроувс просто оставил петицию у себя, и дальнейшая ее судьба нам неизвестна. Так последние очаги сопротивления и протеста были подавлены. А тем временем работы над созданием 3 бомб близились к завершению. Как я ранее говорил, это были плутониевый гаджет и толстяк и урановый малыш. С урановой бомбой не было никаких сомнений, что она сработает, а вот непростая имплозивная схема плутониевых бомб уверенности не внушала. Было решено провести полевые испытания гаджета, которые получили кодовое название Тринити. Гроувс выпустил директиву, согласно которой все 3 бомбы должны быть закончены к середине лета. Гаджет должен быть готов к тестовому взрыву не позднее 10 июля, а 2 других снаряда, предназначавшихся Японии, должны быть доставлены на фронт к августу. В это же время началось обсуждение с выбором конкретных целей для бомбардировки, и после недолгих дебатов был составлен список из 4 городов. Среди потенциальных жертв атаки были города Киото, один из главных центров японской промышленности, Кокура, где находились важные торпедные заводы, Нагасаки, важнейшая судоходная верфь, и Хиросима, главные военные склады японцев. Сразу же было решено, что все 4 города с этого момента не должны подвергаться бомбардировкам обычным оружием. И это, конечно, никакой не жест доброй воли. Это было необходимо, извините меня, для чистоты эксперимента, чтобы корректнее оценить масштабы разрушений от одной лишь атомной бомбы. В начале июля все 3 устройства были вывезены из Лос-Аламоса.
Гаджет был доставлен на полигон Аламогордо, где был взорван 16 июля в рамках испытания Тринити. Об этом я уже рассказывал, так что повторяться не буду. В этот же самый день Малыш и Толстяк отправились в плавание через Тихий океан на крейсере «Индианаполис». Лишь 3 членов экипажа знали, что они везут. Остальным матросам, которых на корабле было чуть больше 1000 человек, приходилось только гадать, что находится в этих больших деревянных ящиках. 30 июля судно достигло американской военной базы Тиньянь в Филиппинском море, но стоило выгрузить секретный груз и выйти из порта в открытый океан, как Индианаполис был атакован японской подводной лодкой и в результате 2 торпедных попаданий затонул всего за 12 минут. Из 1197 членов экипажа в итоге выжил только 321 человек. Остальные либо утонули вместе с кораблем, либо умерли от обезвоживания в ожидании спасения, либо были съедены акулами. Сложись все иначе и столкнись крейсер с подлодкой чуть раньше, Индианаполис мог быть потоплен с атомными бомбами на борту. Но это все, конечно, из разряда «кабы» и «если бы». Факт в том, что 30 июля основные детали 2 бомб были доставлены на Тиньянь, а следом туда прибыло 25 физиков из Лос-Аламоса, чтобы привести оба снаряда в боевую готовность. Работы оставалось немного. Собрать все вместе, поместить это в баллистическую оболочку и погрузить на самолет, который доставит снаряд уже непосредственно к месту атаки. И вот 6 августа наступил решающий день. День, когда весь мир узнал страшный секрет Манхэттенского проекта. День, когда на город Хиросима была сброшена атомная бомба. Глубокой ночью с аэродрома Тиньянь взлетел бомбардировщик Б-29 Энола Гей в сопровождении 3 самолетов-разведчиков и самолета-дублера. На борту он нес урановую бомбу «Малыш», на которой пилоты написали «За моряков Индианаполиса». Своего рода месть за потопленный крейсер, но еще никто из экипажа не догадывался, насколько эта месть будет жестокой. Через 5 часов лета, около 7 утра по местному времени, самолет вошел в воздушное пространство Японии и тут же был замечен радарами. Была поднята воздушная тревога, однако ни один истребитель не отправился на перехват. Почему? Дело в нехватке ресурсов. Небольшая группа американских самолетов выглядела не как ударная бригада, а скорее как разведчики, на которых японцы уже давно махнули рукой и не тратили на них боеприпасы и топливо. В итоге бомбардировщик беспрепятственно вышел на цель, а хорошая погода позволяла произвести прицельное бомбометание. В 8 часов 15 минут атомная бомба «Малыш» была сброшена с самолета, и через 40 секунд на высоте около 600 метров над Хиросимой зажглось второе солнце. Люди, находившиеся в радиусе полукилометра, погибли мгновенно. Ослепительная вспышка света и тепловая волна выжигали все на своем пути, оставляя от людей лишь уголь и зловещие силуэты на стенах и тротуарах. Все, что могло загореться, загорелось. Все, что могло обрушиться, сравнялось с землей. В первые минуты, когда все часы в Хиросиме замерли на отметке 8:15, погибло около 80 тысяч человек, но выжившим предстояло столкнуться с еще большим кошмаром. В том, что осталось от города, начался сильнейший пожар, и то, что не уничтожило ударной волной, поглотило пламя огненного вихря. 6 августа 1945 года один из самых густонаселенных городов Японии был превращен в пепелище, в котором уцелело лишь несколько бетонных зданий, а люди, пережившие самые страшные минуты бомбардировки, будут погибать от полученных травм, ожогов и лучевой болезни в ближайшие дни, недели, месяцы и годы. В общей сложности в результате этого авиаудара по тем или иным причинам могло погибнуть от 160 до 200 тысяч человек. В Токио далеко не сразу поняли, что произошло. С Хиросимой просто пропала какая-либо связь. Ни телефоны, ни телеграфы, ничего не работало. Лишь к обеду начали приходить пугающие новости. Города больше нет.
Но как это могло произойти? Чтобы устроить бомбардировку подобного масштаба, нужны десятки, если не сотни самолетов, но ничего такого замечено не было. Была какая-то парочка самолетов-разведчиков, но как, или точнее сказать, чем они могли вызвать подобное разрушение? Неужели все это было сотворено одной лишь бомбой? Пролить свет на произошедшее помог Йосио Нисина, известный японский физик-ядерщик, лично знакомый с Нильсом Бором и другими светилами квантовой механики. Он был в курсе деления ядра и допускал возможность цепной реакции. Более того, он предупреждал о возможном создании американцами атомной бомбы. И теперь, когда катастрофа уже случилась, японское руководство внезапно про него вспомнило. 8 августа вместе с начальником генерального штаба Нисину доставили на пепелище Хиросимы, чтобы он смог объяснить, что же все-таки произошло. Увидев разрушение с воздуха, я сразу же все понял. Ничто, кроме атомной бомбы, не могло причинить таких опустошений. По остаткам расплавившейся черепицы Нисина смог определить, какова была температура в эпицентре взрыва, а по этим жутким теням, оставшимся от людей, он смог определить и на какой высоте произошел подрыв снаряда. Более того, он первый заговорил о радиационном загрязнении и взял образцы почвы для определения уровня ее радиоактивности. По итогам осмотра места катастрофы начальник генштаба спросил у Нисины, как защититься от такого оружия и сможет ли профессор создать такую же бомбу, если Япония продержится еще хотя бы месяцев 6. «Вы знаете, — ответил профессор, — при настоящих условиях и 6 лет будет недостаточно. А если вы хотите защититься от атомных бомбардировок, то просто сбивайте любой самолет, появившийся в нашем небе. Другой защиты тут быть не может». Однако потраченное на осознание случившегося время стоило Японии очень дорого. В день бомбардировки Хиросимы Трумэн выступил с заявлением, где пообещал продолжить подобные атаки и обрушить невиданный ранее огненный дождь на головы японцев, если они немедленно не объявят о капитуляции. Но, будто бы не дожидаясь ответа, через 3 дня, 9 августа, была сброшена вторая бомба. Второй целью был город Кокура, где производились артиллерийские снаряды и торпеды для подводных лодок. Также в ночи бомбардировщик Б-29 взлетел с аэродрома Тиньянь с плутониевой бомбой «Толстяк» на борту. Однако в этот раз погода была против американцев, и плотная облачность не позволила произвести прицельную бомбардировку. 3 раза Б-29 пытался зайти на цель, но безуспешно. Выловить хотя бы небольшое окно видимости не удавалось. Экипаж решил перейти к плану «Б», то есть направиться к запасной цели и сбросить бомбу там. Этой запасной целью был город Нагасаки. В 11 часов по местному времени в небе над Нагасаки раздался роковой гул самолета. Но город также был закрыт облачностью, поэтому командир экипажа решил либо сбрасывать снаряд вслепую по приборам, либо возвращаться на базу. Что он выбрал, я думаю, без лишних слов понятно. В 11 часов 2 минуты прозвучал взрыв. Хоть точность прицеливания была невысокой, а рельеф местности мешал распространению ударной волны, жертв все равно было очень много. В самые страшные первые минуты погибло около 40 тысяч человек, а от последствий еще столько же. Больше половины зданий Нагасаки были разрушены или серьезно повреждены, и снова разразился ужасный пожар, охвативший почти весь город. Дело было сделано, бомбы сброшены. Через несколько дней пришло сообщение о капитуляции Японии, а 3 сентября японским министром иностранных дел был подписан официальный акт, поставивший окончательную точку во Второй мировой войне. Мир узнал, что такое мощь ядерного оружия. То, что еще вчера казалось какой-то фантастикой из романа Герберта Уэллса, сегодня стало реальностью. Кого-то это напугало, кто-то гордился. Роберт Оппенгеймер и другие участники проекта «Манхэттен» из никому неизвестных физиков-ядерщиков превратились в национальных героев, положивших конец войне. Их сравнивали с титанами, которые похитили у богов пламя, и теперь, словно сам Зевс, стали вершить судьбы.
Но, конечно, не все разделяли этот патриотический экстаз. Для многих ученых, приложивших руку к созданию атомной бомбы, такое ее применение стало невыносимым грузом на совести. Среди таких людей был, например, немец Отто Ган, один из двух первооткрывателей деления урана. Новость о бомбардировке японских городов потрясла его до глубины души. И действительно, не каждый день узнаешь, что твое открытие было использовано для убийства десятков тысяч мирных людей. Несколько недель он балансировал на грани самоубийства, и лишь стараниями его друзей он смог выбраться из пучины ненависти к самому себе. По-настоящему черным днем это стало и для Лео Сцилларда, который все это и начал, но который до последнего боролся против такого применения бомбы. Он говорил: до конца 1944 года наше главное опасение заключалось в том, что Германия сумеет сделать атомную бомбу и применить ее против нас. В 1945 году, когда мы перестали беспокоиться о том, что немцы с нами сделают, мы стали беспокоиться о том, что правительство США сделает с другими странами. 6 августа наши самые большие страхи воплотились в жизнь. Но больше всех совесть мучила Альберта Эйнштейна, который над проектом вообще не работал, но которому приписали важную историческую роль в запуске всей этой трагической цепочки событий. Он ведь написал то самое письмо Рузвельту, и как он сам себя упрекал, именно он стал человеком, нажавшим на кнопку. Пытаясь хоть как-то унять муки совести, он говорил: «Если бы я знал, что все обернется именно так, если бы я знал о том, что немцы не сделают атомную бомбу, я бы и палец о палец не ударил». Тогда и пошли те самые споры о том, кто же составлял роковое письмо, продиктовал ли его наш герой, или Сциллард сам написал его, а Эйнштейн лишь подписался под готовым текстом. В общем, какая теперь уже разница? В силу того, что проект Манхэттен все еще оставался строго секретным, среди простых людей начали ходить разговоры по поводу участия в нем Эйнштейна. Неужели самый известный физик планеты, который и дал всему этому отмашку, никак не участвовал в создании самого оружия? Журнал Time, например, поместил на обложку нашего героя, а за спиной у него изобразил ядерный гриб, на котором нарисована та самая формула. В тексте статьи красочно и недвусмысленно намекает на его решающую роль во всем, что случилось. Сквозь последовавшие взрыв и пламя, сравнить которые ни с чем нельзя, люди, интересующиеся причинно-следственными связями, могут разглядеть черты застенчивого, по-детски непосредственного маленького человека с мягкими карими глазами и волосами, похожими на северное сияние. Альберт Эйнштейн непосредственно над бомбой не работал, но Эйнштейн является отцом атомного оружия по двум причинам. Во-первых, именно по его инициативе началась работа, и во-вторых, именно его уравнение указало на теоретическую возможность создания атомной бомбы. Тяжесть на совести и чувство вины перед человечеством осталось с ним навсегда. Эйнштейн, Сциллард, Бор, Гейзенберг – все ключевые герои этой истории потратили остаток своих дней на то, чтобы в мире больше никогда не случилось подобной катастрофы. Они призывали к международному контролю атомного вооружения, чтобы появился всемирный контролирующий орган, который, пусть и в ущерб национальным суверенитетам, не допустит, чтобы над каким-нибудь мирным городом вновь зажегся свет ярче тысячи солнц. Как-то раз Эйнштейн сказал: «Я пока не знаю, с помощью чего будет вестись Третья мировая война, но знаю, что Четвертая будет вестись с помощью камня». Альфред Нобель. Человек, учредивший на сегодняшний момент самую престижную научную премию. Нобелевский лауреат уже давно является почетным титулом, служащим для многих людей эдаким показателем успешности ученого или даже его гениальности. Но история запомнила Альфреда Нобеля не только за его премию.
Помимо этого, он еще является человеком, который изобрел динамит. На тот момент самую опасную взрывчатку, которая унесла тысячи жизней. Нобель сколотил огромное состояние и по факту стал оружейным магнатом, но в один момент осознал свою ответственность за это изобретение, и угрызения совести вместе с чувством вины как раз и побудили его учредить премию. Все свое состояние он завещал в фонд, который будет выдавать ученым премии за полезные изобретения, которые приносят благо человечеству, а не смерть и разрушение. В схожей ситуации оказался и Альберт Эйнштейн. Чувство вины за ту роль, которую он сыграл в запуске Манхэттенского проекта, побудило его оставшиеся 10 лет жизни посвятить борьбе за мирное существование. В начале 1946 года он возглавил созданный Стиллардом чрезвычайный комитет ученых-атомщиков, который должен был заниматься контролем над атомным вооружением и вопросами мирового федерализма. Будучи председателем комитета, Эйнштейн говорил: «Наше поколение принесло в мир силу, вызвавшую самые серьезные изменения с того времени, как доисторический человек начал использовать огонь. Эта мощь, составляющая основу Вселенной, не может быть втиснута в устаревшие концепции узколобого национализма». Но очередной комитет, где обеспокоенные господа обеспокоенно заседают в красивых кабинетах, хмурят брови и, по факту, ничего не делают, Эйнштейн считал недостаточным. Если все оставить как есть, то новая мировая война – это лишь вопрос времени, а с атомным оружием это уже грозит полным уничтожением человечества. Эйнштейн говорил, что спасти цивилизацию от глобальной катастрофы можно лишь одним способом – создать единый источник власти, который будет стоять выше национальных суверенитетов и борьбы идеологий. Он будет обладать монополией на военную силу и должен быть способен вмешиваться в конфликты и принуждать страны к миру. Этот орган Эйнштейн называл мировым правительством. Да, сейчас это уже стало полноценным конспирологическим мемом. Мировое еврейское правительство, которое держит за горло все человечество и только и делает, что качает капиталы из бедных слоев населения. Если оставить за бортом всю эту конспирологическую чепуху, то по замыслу Эйнштейна мировое правительство должно было быть сформировано из 3 сверхдержав – Америки, Великобритании и СССР. Остальные страны должны были присоединиться следом уже по инерции. Эйнштейн искал единый набор принципов, как в науке, так и в мировой политике, и считал, что такой наднациональный союз является жизненной необходимостью, ведь пока есть отдельные страны со своими армиями, военными секретами и конкурирующими идеологиями, новые войны будут неизбежны, и в таком случае мы рано или поздно придем к полному уничтожению человека человеком. Когда в октябре 1945 года из стран антигитлеровской коалиции была сформирована Организация Объединенных Наций, то есть ООН, Эйнштейну показалось, что это шаг в нужном направлении. Однако очень быстро он понял, что это бесконечно далеко от его идеи мирового правительства. По его задумке, наднациональный орган должен иметь власть урегулировать конфликты, а не быть посредником в переговорах между странами и только и делать, что выражать свою обеспокоенность происходящими событиями. В первую очередь Эйнштейн сделал такой вывод, потому что ООН никак не смогла воспрепятствовать тому, что после горячей Второй мировой войны началась война холодная. Как предсказывал Нильс Бор, да и многие другие специалисты тоже, применение ядерного оружия в войне спровоцировало гонку вооружений между Советским Союзом и Америкой. Атомный проект в СССР уже был, но бомбежка Хиросимы и Нагасаки послужила мощнейшим ускорителем этих работ. К 1949 году под руководством Игоря Васильевича Курчатова была создана первая советская атомная бомба РДС-1. Это была плутониевая бомба имплозивного типа, почти точный аналог американского толстяка, и она была взорвана на полигоне в Казахстане 29 августа 1949 года. Америка утратила монополию на секрет атомной бомбы, и им теперь действительно нужно было как-то договариваться.
Однако любые предложения по контролю и сдерживанию ядерного оружия отклонялись то с одной, то с другой стороны. В итоге попытки выработать оптимальный и разумный подход, который устраивал бы всех, привели две атомные державы к политической конфронтации. Пока одни политики бряцали атомными игрушками как средством запугивания, другие очень нервно реагировали на любые угрозы национальной безопасности. В итоге это взаимное недопонимание раскручивалось по спирали конфликта с пугающей скоростью и сулило очень мрачная перспектива. Все это подталкивало Эйнштейна еще громче говорить о необходимости создания мирового правительства, что не находило поддержки ни с одной, ни с другой стороны. В Советском Союзе говорили, что это не что иное, как глобализация мирового капитализма, и это выгодно лишь американцам. В Америке, наоборот, говорили, что это на руку одним лишь коммунистам, и по сути есть приведение в жизнь плана мировой революции. Как придумать политическую концепцию, которая не понравится абсолютно всем? Такое отвращение к этой идее среди американцев вызвано явлением, получившим название маккартизм. Формально это было борьбой с антиконституционной деятельностью, но по факту это было волной политических репрессий антикоммунистического толка. Борьба с так называемой красной угрозой, которую видели в любом человеке, чьи взгляды хоть немного пересекались с идеями марксизма. Любой, кто рассказывает о маккартизме, считает своим долгом сравнить это явление с охотой на ведьм. И в целом сравнение не безосновательное. Политическая паранойя в период маккартизма достигла в Америке просто небывалых высот. По всей стране выискивали людей, подходящих на роль волка в красной овечьей шкуре, и подвергали их тому, что сейчас мы называем культура отмены. Своим названием это явление обязано сенатору от республиканской партии Джозефу Маккарти. Он не был первым, кто заговорил об этой самой красной угрозе, но он стал тем, кто довел эту истерию до полного помешательства. Под видом борьбы с вездесущими советскими шпионами, проникшими во все сферы жизни, он протолкнул в Сенат огромное количество репрессивных законов, и за любую связь с коммунистической партией, реальную или мнимую, людей отстраняли от должностей, увольняли с работы, а иногда сажали в тюрьму. Справедливости ради стоит сказать, что советские шпионы в Америке действительно имели место быть. Да вот только борьба с ними в определенный момент вышла за любые пределы адекватности. В частности, под раздачу попал национальный герой Роберт Оппенгеймер. К началу 50-х годов он уже закончил работу над бомбой и перебрался в Принстон, где стал директором института, в котором работал Эйнштейн. Однако ищейки Маккарти выяснили, что в молодости Оппенгеймер участвовал во множестве организаций, так или иначе связанных с коммунистами, а его жена и родной брат одно время состояли в коммунистической партии. И вот когда Роберт, все еще имевший доступ к Манхэттенскому проекту, выступил против создания водородной бомбы, это сочли предательством, а самого Оппенгеймера быстро признали неблагонадежным. Более того, всплыла информация о том, что во время работы над бомбой его пытался завербовать агент советской разведки. И хоть Оппенгеймер отказался, он не сообщил об этом руководству. В итоге в 1954 году Оппенгеймера с позором исключили из Манхэттенского проекта, лишили допуска к гостайне и всяческого влияния на политиков. Ни былые заслуги, ни репутация человека, остановившего войну, его не защитили. Эйнштейн, который наблюдал за этой историей с очень близкого расстояния, не раз высказывался в защиту Оппенгеймера, но и его самого тоже осуждал за то, что тот принимает участие в этих политических разборках. Альберт, немного шутя, говорил Роберту, что тот болван, который ввязался в эту бессмысленную игру, ездил давать показания в суде, вместо того, чтобы послать их ко всем чертям и не свидетельствовать вообще. Конечно, Эйнштейн, живший в Германии и своими глазами видевший приход к власти нацистов, очень остро реагировал на все возрастающую истерию маккартизма. Он напрямую сравнивал это с тем, что происходило в Германии в 20-х годах, и говорил: «Сегодня вы охотитесь на коммунистов, а завтра что, начнете охотиться на евреев?»
Другим проявлением маккартизма, также связанным с проектом Манхэттен, было знаменитое дело Розенбергов, в которое Эйнштейн вмешался, и это стало достоянием гласности. Речь идет о еврейской семейной паре Юлиусе и Этель Розенберг, которые работали в Лос-Аламосе и в начале 40-х годов были завербованы советской разведкой. На протяжении всей войны они передавали Москве секретную информацию по атомному проекту, и по одной из версий именно они передали в распоряжение Советского Союза чертежи толстяка, по которому Курчатов и сделал бомбу РДС-1. Однако в 50-м году их агентурная сеть была раскрыта. Розенбергов арестовали, и хоть они отрицали свою вину, приговор суда был обвинительным. И, казалось бы, раскрыли настоящих шпионов, невыдуманных. Но какой приговор? Казнь на электрическом стуле. Такая мера пресечения разделила общество на тех, кто считал, что по делам этим шпионам так им и надо, и на тех, кому это показалось слишком жестоко и негуманно. Посыпались прошения об отмене смертного приговора, в том числе и письмо Эйнштейна президенту Трумэну, где он говорил, что такое наказание – это варварство, и просил смягчить приговор. Не сработало. Пришедший на смену Трумэну президент Эйзенхауэр утвердил смертный приговор, и 19 июня 1953 года Розенберги были казнены. На этом бы история и закончилась, но это письмо Эйнштейна стало достоянием гласности, и начался сущий кошмар. На нашего героя посыпался шквал гневных писем, упрекающих его, мол, для вас евреи на первом месте, а граждане Америки на втором. Убирайтесь к своим любимым коммунистам, которых вы защищаете от страны, которая в свое время защитила и вас самих. Другой, еще более неприятной историей обернулся случай со школьным учителем из Бруклина Уильямом Фрауенглассом. Его обвинили в содействии коммунистической деятельности и вызвали в Сенат для дачи показаний. Но Фрауенгласс отказался свидетельствовать, сославшись на первую поправку к американской конституции, гарантирующую свободу слова. В итоге он потерял свою работу учителем, остался без средств и, находясь на жизненном перепутье, решил написать письмо Эйнштейну и спросить, правильно ли он поступил. Эйнштейн ответил поддерживающим письмом, где утверждал: лучшее, что могут сделать интеллектуалы в эпоху допросов и репрессий, не сотрудничать с властью и не способствовать этим гонениям на врагов народа. Любой человек, оказавшийся в такой ситуации, должен считать своим гражданским долгом отказаться от дачи показаний. В конце Эйнштейн добавил, что Фрауенгласс может сделать это письмо достоянием гласности, и вскоре оно появилось на страницах газеты «Нью-Йорк Таймс». Стоит ли говорить, что реакция накаленного общества была еще более острой? На Эйнштейна обрушился шквал обвинений в призывах к гражданскому неповиновению. Газеты пестрили разоблачающими заголовками и осуждали его, мол, в такое непростое время призывать людей идти против закона – это измена. Человек, который является таким выдающимся гением в науке, ведет себя как болван, это цитата, в вопросах политики. Письма от обычных граждан и вовсе были наполнены оскорблениями, но куда больше опасений вызывала реакция самого Маккарти. Каждый, кто советует американцам не выдавать известную им информацию о шпионах, и сам является врагом народа. Очевидный намек, если не сказать угроза в адрес Эйнштейна. И неудивительно, что наш герой тут же попал под прицел охотников на коммунистических ведьм. Тут же в ФБР была инициирована очередная проверка Эйнштейна на лояльность. И вновь подняли то самое дело из доносов и недостоверных фактов, про которое я уже не раз говорил. В итоге нашего героя все так же признавали неблагонадежным, но каких-то новых свидетельств его связи с коммунистами, позволяющих начать против него судебный процесс, найдено не было. Работал себе тихонько в Принстоне, в гостайны не лез, в Советский Союз никогда не ездил. Однако в данном вопросе забавно то, что будь ФБР чуточку компетентнее и копая не поглубже, повод для разбирательства они бы все-таки нашли. Нет, речь не о том, что Эйнштейн был шпионом, а о том, что у него был роман с советской шпионкой, но об этом не знал даже сам Эйнштейн.
Речь идет о Маргарите Коненковой, хотя вообще-то правильно Коненковой, второй жене известного российского скульптора Сергея Коненкова. Во время Второй мировой войны они жили в США, и по одной из версий Маргарита была тайным советским агентом под кодовым именем Лукас. Ее задачей было внедриться в круги американских ученых, оказывать на них влияние и завербовать кого сможет. Приоритетной задачей были, конечно же, секреты Манхэттенского проекта, так что неудивительно, что ее целями были Оппенгеймер и Эйнштейн. Для Роберта и его жены Кити Маргарита стала другом семьи. Правда, до сих пор неизвестно, что ей удалось вытянуть из Оппенгеймеров. А вот с Эйнштейном, на тот момент уже вдовцом, у нее был целый роман. Пикантные подробности, известные из их любовных писем, я думаю, следует опустить. А вот что касается агентурной работы, то тут все оказалось до банальности скучно. Эйнштейн оказался не тем человеком, через которого можно было выведать какие-то атомные секретики. Ведь, как мы помним, допуска к гостайне у него не было. Более того, мягкие попытки Маргариты завербовать нашего героя тоже к успеху не привели. Стремление сотрудничать с Советским Союзом он не выказывал, а на любые предложения посетить Москву отвечал решительным отказом. В итоге Эйнштейн так и оставался в неведении до 1945 года, когда Коненковы вернулись в Москву. И на этом, в общем-то, все. Причем то, что Коненкова, вероятно, была шпионом, стало известно не благодаря расследовательской работе ФБР, а благодаря мемуарам другого советского шпиона Павла Судоплатова, опубликованным уже в 90-х годах 20 века. Конечно, стопроцентного доверия они не вызывают и подвергаются разумной критике со стороны многих историков. Но вне зависимости от того, правда это или нет, просто представьте, какой разнос Эйнштейну устроили бы маккартисты, если бы об этом стало известно еще тогда. Но известно об этом не стало, а эпоха маккартизма закончилась в 1954 году, когда вся эта репрессивная машина набрала сверхкритическую массу и начала пожирать саму себя. Когда внешних врагов в поле зрения не осталось, доведенные до безумия охотники на коммунистов не смогли остановиться и начали бросаться обвинениями уже друг в друга. Дошло до того, что в содействии Советам были обвинены высшие чины в Белом доме и Пентагоне, а в прессе начали говорить о том, что все это теперь больше похоже на массовое помешательство, чем на реальную борьбу с врагом. Президенту Эйзенхауэру ничего не оставалось, кроме как публично осудить политику сенатора Маккарти и отправить его самого в позорную отставку. Законы, которые безумному сенатору удалось протолкнуть, были признаны антиконституционными, а сам Джозеф Маккарти вскоре спился и умер от цирроза печени. Достойный финал для такого деятеля. В итоге Эйнштейн хоть и не был признан врагом народа, все же получил свою долю ненависти от возбужденных бдительных граждан. И кто знает, чем бы все обернулось, продлись маккартизм чуточку дольше. Но это далеко не единственная часть политической жизни Эйнштейна в последние годы. Другим важным последствием Второй мировой войны стало образование нового государства, которое получило название Израиль. Еврейские поселения в Палестине строились уже давно, а в самом Иерусалиме уже больше 20 лет функционировал еврейский университет, к созданию которого приложил руку наш главный герой. С приходом Гитлера к власти большое количество еврейских беженцев сформировали на этой территории многолюдную общину, и 14 мая 1948 года резолюцией ООН было провозглашено создание целой страны со своим правительством, государственной границей и армией. Первым президентом Израиля стал лидер сионистов Хаим Вейцман, имя которого в предыдущей части уже звучало. Если помните, именно он организовывал первые поездки Эйнштейна в Америку. Ну так вот, президент Израиля — это почетная, но скорее номинальная должность символического лидера еврейского государства. Реальная власть по факту концентрировалась в руках премьер-министра и его кабинета, а президенту, по сути, предстояло быть лицом народа. Вейцман занимал этот пост 4 года, но в 1952-м, после тяжелой и продолжительной болезни, он скончался, и встал вопрос о том, кто будет новым президентом.
И теперь вы, наверное, понимаете, к чему я завел эту тему. Одна из иерусалимских газет развернула активную кампанию с призывом избрать на эту должность Альберта Эйнштейна. За всю ту помощь, что он оказывал беженцам во времена гитлеровского геноцида, Эйнштейн заслужил репутацию настоящего героя еврейского народа. Поэтому не стоит удивляться, что предложение назначить его президентом Израиля нашло широкую поддержку. Впервые Эйнштейн узнал об этом опять же из газет, и поначалу это показалось ему плохой шуткой. Однако, когда репортеры ломанулись к нему за комментариями по поводу его избрания, стало не до смеха. Все это очень неловко. Я в президенты? Наверняка это какая-то ошибка. Но вскоре премьер-министр Израиля направил ему телеграмму, где все подтвердилось. В ней сообщалось, что вскоре домой к Эйнштейну прибудет официальный представитель посольства и сделает ему предложение. Эйнштейн был одновременно и смущен, и очень расстроен. Все это, конечно, очень лестно, но в роли политика, да еще и целого президента страны, он себя представить не мог. Вы уже заметили, что ему всегда было свойственно плыть против течения и говорить то, что он думает. Как бы пафосно это ни звучало, он всегда и во всем был нонконформистом и выступал против общепринятого курса, как в науке, так и в общественной жизни. Эйнштейн не терпел компромиссов, на которые необходимо идти любому политику, и не хотел оказаться в той ситуации, когда на одной чаше весов будет его совесть, а на другой – политическая необходимость. В итоге, когда в его принстонскую обитель явился представитель израильского посольства, Эйнштейн вручил ему письмо с официальным отказом. Меня огорчают эти обстоятельства, поскольку моя принадлежность к еврейскому народу стала для меня самой прочной социальной связью, когда я осознал, сколь ненадежно наше положение среди других народов мира. Однако я не подхожу на эту должность и не могу за нее взяться. Всю свою жизнь я имел дело с объективной реальностью, поэтому у меня нет как естественной склонности, так и надлежащего опыта обращения с людьми и выполнения обязанностей, возлагаемых на официальных лиц. По сути, это было чистой правдой. Эйнштейн никогда не стремился к руководящим должностям, и вести за собой людей было ему не по душе. Он ценил комфорт, скажем так, волка-одиночки, и не хотел брать на себя обязательства, которые будут его тяготить. Более того, его политические идеалы и стремление к пресловутому мировому правительству шло вразрез с политикой Израиля. Еще в 20-х годах, во время своего единственного визита в Иерусалим, он говорил, что евреям и арабам необходимо научиться жить рядом в мире, иначе их ждет бесконечное и очень кровавое противостояние. Помимо всего этого, принятие предложения стать президентом означало бы переезд в Израиль. Эйнштейн уже прикипел к своему принстонскому гнездышку, и расставаться с ним у него не было ни малейшего желания. Ему нравилась тихая жизнь в этом зеленом раю, вдали от великих мировых потрясений, к которым он в последние годы своей жизни все больше относился уже как отстраненный зритель. Годы постепенно брали свое. В 1949 году Эйнштейну исполнилось 70 лет. Позади было 2 мировые войны, преследование нацистов, атомная бомба и эпические сражения с квантовой механикой. Он просто устал от всего этого. И стоит ли говорить, что в таком возрасте ему просто хотелось быть в кругу семьи, друзей и коллег. Еще когда была жива Эльза, они купили скромный домик в Принстоне, и это уютное жилье было Эйнштейну дороже любых дворцов и кабинетов. Небольшой двухэтажный дом находился по адресу Мерсер-стрит, 112, и был настоящим воплощением скромной жизни. Простенький деревянный фасад с маленькой верандой, небольшие, скорее даже тесные комнатки, ну и крошечный задний дворик, откуда Эйнштейн иногда наблюдал за звездным небом в телескоп. На первом этаже располагались кухня и спальня, а также кабинет секретаря нашего героя, девушки по имени Хелен Дукас. Ее еще во времена спокойной жизни в Берлине наняла лично Эльза, видимо, чтобы избежать каких-то интрижек. Хелен отвечала за корреспонденцию, за распорядок дня, а также ответствовала и за единственный телефон в доме. В
Впервые в своих рассказах я знаю такую деталь, как телефонный номер моего героя. Принстон 1606. Кабинет Эйнштейна находился на втором этаже, а главной его деталью и основным рабочим инструментом был большой письменный стол. Шкафы с книгами стояли по обе стороны от окна, а на стене по старой традиции висели портреты Фарадея, Максвелла и Ньютона. Единственная награда, которую Эйнштейн взял с собой из Европы, был сертификат члена научного общества Берна, города, с которого и началась его большая научная карьера. В этом доме Эйнштейн прожил всю свою оставшуюся жизнь, и для Принстона он стал настоящей легендой. Добрый дедушка-профессор, рассеянный, забывчивый, но всегда веселый и милый. Он просто одевался, предпочитая мешковатую одежду, редко носил носки и почти никогда не причесывался. Этот образ взлохмаченного гения в потертой одежде стал таким же легендарным, как и образ бродяги Чарли Чаплина, с той лишь разницей, что это не было сценической маской. Эйнштейн был таким на самом деле и никогда не слушал тех, кто говорил «как надо». На вопросы об отсутствии носков он всегда шутливо отвечал: «Я уже в том возрасте, когда если мне говорят, что нужно носить носки, я все равно могу позволить себе этого не делать». Есть несколько занятных воспоминаний, характеризующих пренебрежение Эйнштейна к внешнему виду. Как-то раз коллега подвозил его после работы в своем кабриолете, но внезапно пошел дождь. Альберт быстро снял с головы свою шляпу и спрятал ее от дождя. «Что вы делаете? Ваша голова промокнет!» – воскликнул коллега. «Мои волосы промокали уже не один раз, и ничего с ними не сделалось. А вот сколько раз может промокнуть моя шляпа перед тем, как развалится, я, честно говоря, не знаю». Легендарный образ взлохмаченного профессора. Однако куда интереснее звучат истории о его рассеянности. Хотя, конечно, есть вероятность того, что это некоторое преувеличение. Однажды вечером в институт Принстона поступил звонок. «Не могли бы вы соединить меня с директором института?» Очень жаль, но он уже уехал домой. «Тогда не могли бы вы назвать мне домашний адрес профессора Эйнштейна?» Извините, такая информация не разглашается. И тут голос внезапно перешел на заговорческий шепот и продолжил. «Вы не поняли, я и есть профессор Эйнштейн. Никому не говорите, но я заблудился и не могу вспомнить дорогу домой». Иной раз по пути с работы он мог погрузиться в свои мысли настолько, что просто проходил мимо своего дома, и тут секретарь Хелен выбегала на улицу, останавливала его и вела обратно. На одном званом ужине, где Эйнштейн должен был произнести речь, он немного заскучал, достал свой блокнот и начал записывать какие-то вычисления. Он так погрузился в процесс, что не услышал, как объявили начало его речи, а все присутствующие встали с мест и начали приветствовать его аплодисментами. Хелен шепнула ему на ухо, мол, надо встать, люди аплодируют. И наш герой подскочил с места и, глядя на происходящее, тоже начал хлопать в ладоши, не совсем понимая, что овации адресованы именно ему. Еще Эйнштейн запомнился как человек, любивший помогать детям в учебе. Самая известная такая история связана с его 8-летней соседкой по Мерсер-стрит. Как-то раз она постучала в дверь его дома и попросила помочь ей с задачей по математике. А чтобы задобрить дедушку профессора, принесла ему корзину со сливочной помадкой. Эйнштейн согласился, объяснил девочке, в чем сложность, но заставил ее саму решить задачу. Позже, когда родители девочки узнали и начали рассыпаться в извинениях, Эйнштейн отмахнулся. «Ай, не выдумывайте, я узнал от нее не меньше, чем она от меня. Вы знаете, она пыталась подкупить меня сладостями. Очень озорная девчонка». Не совсем понятно почему, но считается, что Эйнштейн помогал лишь девочкам и в основном предпочитал тех, кто помладше. На самом деле это не так, и сколько есть историй про девочек, столько же рассказов и про мальчишек, в том числе и подростков. Как-то раз он помогал с подготовкой к экзамену по математике целой группе мальчиков-старшеклассников, а другой случай рассказывает нам, как Эйнштейн помог одному студенту Генри Россо сдать экзамен внезапно по журналистике. Парень никак не мог одолеть этот предмет, и учитель сказал, что поставит 5, если ему удастся взять интервью у профессора Эйнштейна.
Россо подкараулил нашего героя у газетного киоска на Мерсер-стрит и без лишних предисловий подкатил к нему, пока тот шел в институт. Парень не стал юлить и выложил все как есть. Про интервью, про обещанную пятерку, про неуспеваемость по предмету. Пораженный такой искренностью Эйнштейн глубоко вздохнул и согласился. Но Россо был так взволнован, что даже не знал, о чем спрашивать. И в итоге Эйнштейну пришлось самому придумывать вопросы, на которые он же и будет отвечать. В общем, Эйнштейну нравилось в Принстоне, а его образ рассеянного, но улыбчивого старичка быстро стал местной достопримечательностью. Обустроив здесь свой быт, он ощутил, что уже достаточно путешествий и переездов было в его жизни, и теперь пришло время осесть на одном месте. Но от небольших путешествий он не отказался. Летние каникулы Эйнштейны, как правило, проводили в небольших курортных городах штата Нью-Джерси или Нью-Йорк. Арендовали домик, желательно поближе к воде, и наслаждались тихой жизнью вдали от больших проблем. Большую часть свободного времени наш герой проводил под парусом своей любимой лодки, которую ласково называл «рухлядь». Такое увлечение часто доставляло беспокойство его близким, ведь в силу своей рассеянности наш герой нередко пренебрегал элементарными правилами безопасности. Например, он никогда не брал с собой спасательный жилет, хоть плавать и не умел. Более того, он выходил на воду без всякой цели и мог часами болтаться на волнах, предаваясь размышлениям о своих уравнениях. Как результат, он частенько терял счет времени, и уже в потьмах на его поиски отправлялись спасатели, которые всегда находили его в полном спокойствии с блокнотом и фонариком. Когда умерла Эльза, Альберт вместе с ее дочерью Марго и секретарем Хелен Дукас остались жить втроем. В 1937 году, как я говорил, в Америку эмигрировал его сын Ганс Альберт и поселился на западном побережье. А еще через год к ним в Принстон переехала и родная сестра Альберта, Майя. Она жила в Италии вместе с мужем, с которым, правда, много лет была на грани развода. Но когда в июле 1938-го Муссолини лишил евреев вида на жительство, она решила перебраться к брату в Америку и поселилась в принстонском доме Эйнштейнов на Мерсер-стрит. Поразительно, как с возрастом Майя стала похожа на своего брата. Как ни крути, родная кровь. Сестра была самым близким по духу человеком для нашего героя, но в 1948 году она перенесла инсульт и оставшиеся 3 года жизни была прикована к кровати. Для Альберта, безмерно ее обожавшего, это стало серьезным ударом. И когда в июне 1951-го Майя умерла, Эйнштейн был убит горем и говорил, что ему не хватает сестры больше, чем это можно себе вообразить. Постепенно и здоровье самого Альберта ухудшалось. Всю жизнь его мучила язва желудка, но к концу 40-х годов острые приступы боли стали непереносимыми. По настоянию Хелен Дукас Эйнштейн прошел обследование в Бруклинском госпитале в Нью-Йорке, и в результате врачи диагностировали у него аневризм брюшной аорты, с которым уже мало что можно было сделать. Прогноз был неутешительным, но врачи предположили, что если Эйнштейн будет соблюдать строгую диету, то это может немного отсрочить роковой день. Так и случилось. Наш герой прожил с этим диагнозом еще 6 лет. 14 марта 1951 года Эйнштейн отмечал свой 72-й день рождения, и коллеги из института решили отпраздновать это с размахом. Был арендован большой зал Принстонского клуба, приглашено огромное количество гостей, приехала и огромная толпа журналистов. Альберт был тронут и смущен, но быстро устал позировать перед фотографами и раздавать приветственные улыбки. По окончании торжества бывший коллега по институту Франк Эйделот вместе со своей женой предложили Эйнштейну подвезти его домой на автомобиле, и тот с радостью согласился. Однако, стоило им выйти на улицу и расположиться на заднем сиденье машины, как их вновь настигли репортеры с просьбой улыбнуться напоследок для еще одной фотографии. Эйнштейн очень устал за тот вечер и попросил фотографов оставить его в покое, но те и слушать ничего не хотели. Он продолжал уговаривать их, но неугомонные журналисты уже рвались чуть ли не в салон машины и настойчиво просили еще об одной улыбке.
В тот момент, когда терпение Альберта лопнуло, фотограф United Press International Артур Сас нажал на спуск затвора камеры. Тут же последовала вспышка, и Эйнштейн вместо улыбки показал назойливым фотографам язык, тем самым породив одну из самых знаменитых своих фотографий. Поначалу газетчики даже не решались ее публиковать, мол, уважаемый человек, зачем портить репутацию? Но в итоге фото понравилось и самому Эйнштейну. Он запросил у издания десяток копий и разослал своим друзьям, сопроводив это шуточными стишками. И вы, наверное, не хуже меня знаете, сколько вымышленного контекста наросло на этой фотографии. Эйнштейн показывает язык маккартизму. Эйнштейн показывает язык атомной бомбе. Эйнштейн показывает язык всем ученым, которых он одурачил своей теорией относительности. Иногда люди, не утруждающие себя слишком сложными размышлениями, характеризуют эту фотографию, мол, и это и есть ваш великий гений. Да это же просто недалекий клоун, который только и может, что гримасничать. Настоящие гении не улыбаются. Наука для грустных. Вообще, в архивах Эйнштейна осталось много забавных фотографий, которые без лишних слов говорят о его веселом характере. Вот, например, шикарные бархатные подкрадули или отдых на пляже в очень изящной позе. Вот Альберт строит глазки Марго, сидящую у него на коленях. А тут еще одна примечательная карточка с языком, куда менее известная, но, как по мне, еще более смешная. Все эти снимки говорят не о том, что перед нами клоун, а о том, что этот человек не утратил способности улыбаться и радоваться жизни, даже после всего того, что ему пришлось пережить. Лично я буду очень рад, если, дожив до преклонного возраста, тоже буду таким вот веселым лохматым дедушкой. Но, конечно, помимо забавных фотографий, есть много и тех, где Альберт Эйнштейн предстает перед нами задумчивым или даже грустным. Вот не менее знаменитое фото Филиппа Халсмана 1947 года. Перед съемкой Филипп и Альберт долго говорили о войне и мире, и в конце Халсман спросил, установится ли на Земле прочный мир. «Нет, пока есть человек, будут и войны», — ответил Эйнштейн, и через секунду щелкнул затвор камеры. Таким человеком Альберт Эйнштейн подошел к 1955 году, последнему году своей жизни. Тогда его волновали только две вещи: предотвращение мировых войн путем создания мирового правительства и отыскание единой теории поля, которая объединила бы гравитацию, электромагнетизм и квантовую механику. Если первое можно назвать утопией, то второе ищут до сих пор. До последнего своего дня ее искал Эйнштейн. Свой последний рабочий день в институте он провел в понедельник 11 апреля, но к обеду почувствовал себя плохо из-за болей в нижней части живота и отправился домой. Так выглядел его кабинет в момент, когда наш герой в последний раз закрыл за собой дверь. Груда бумаг на столе, большая банка табака рядом с трубкой, исписанная вычислениями доска. На следующий день Эйнштейн решил остаться дома, ведь все еще чувствовал себя очень плохо. А к вечеру у него случился сосудистый коллапс, и его аорта начала разрушаться. Напуганная Хелен Дукас вызвала врача, который вколол Эйнштейну морфин, чтобы заглушить боль, и настоятельно рекомендовал госпитализацию. Был небольшой шанс на то, что после операции удастся восстановить аорту, но Эйнштейн отказался. «Я пожил достаточно и сделал почти все, что хотел. Время уходить, и я не буду оттягивать этот момент такими искусственными способами». На следующий день Хелен застала его в агонии, и, несмотря на возражения, Эйнштейн был доставлен в больницу. Дукас оповестила Марго и Ганса Альберта, и к вечеру они уже все вместе были у больничной койки Альберта. В воскресенье, 17 апреля, Эйнштейн почувствовал себя немного лучше, попросил принести ему очки, блокнот с карандашом и продолжил свои вычисления, пытаясь в последний раз атаковать единую теорию. В очередной раз, перечеркнув неверную формулу, он усмехнулся и сказал сидевшему рядом Гансу: «Ах, если бы я только лучше знал математику». Это были его последние известные нам слова. Посреди ночи он внезапно проснулся и произнес несколько слов по-немецки, но медсестра, не знавшая язык, его не поняла. В следующее мгновение аорта разорвалась,
И на 77-м году жизни наш главный герой умер. Альберт Эйнштейн умер ночью 18 апреля 1955 года, а уже к утру новость о его кончине облетела весь мир. Обычно таких людей провожают с почестями, устраивают пышные церемонии прощания с возвышенными речами и показательной скорбью. Но Эйнштейн этого не хотел. Еще до того, как зашумели печатные станки, спешащие оповестить человечество о такой новости, тело Альберта было кремировано в присутствии членов его семьи и ближайших друзей. Он хотел уйти тихо и не хотел, чтобы его последнее пристанище стало местом нездорового поклонения, поэтому его прах был отвезен к ближайшей реке и развеян над водой. До самого конца он боролся с единой теорией поля. Кто-то скажет, что он зря потратил полжизни на эти блуждания во тьме, но сам Эйнштейн об этом не жалел. Он уже достиг своих великих вершин. Квантовая механика, специальная и общая теория относительности, Нобелевская премия и место в престижном институте. Его научная карьера сложилась наилучшим образом, и теперь он мог позволить себе рискнуть и потратить столько лет на глобальный поиск единой теории, зная, что это может ни к чему не привести. Молодой ученый, которого никто не знает, рисковал бы загубить всю свою карьеру еще на взлете. А он, Эйнштейн, уже мог этого не бояться и отважился на этот эксперимент. Каждый раз, когда его вычисления заходили в тупик, он говорил: «Ничего страшного, отрицательный результат – это тоже результат. Мы все равно что-то узнали». И пусть Эйнштейн не дошел до финиша в этой гонке, его дело живет и сейчас. А та самая вселенная, которую нам подарила общая теория относительности, до сих пор является основой космологии, уже не раз подтвержденной наблюдениями и экспериментами. В начале 20 века ученые говорили, что в физике уже и открывать особо нечего. Но как же мы далеко шагнули с того момента в понимании космоса? Насколько глубже мы стали понимать мироздание и саму Вселенную? Эйнштейн стал одним из последних гениев, который в одиночку смог дать науке большой толчок. И сегодня сложно себе представить рассказ о современной астрофизике, который мог бы обойтись без упоминания его имени. Помимо науки, Эйнштейн боролся и за все человечество. Против войн, против вооружения, а позже и против тотального уничтожения и репрессий. Многие люди считали его идеалы наивными, а он сам так до конца жизни и оставался белой вороной, одиноким и непонятым. Ему было за что винить и самого себя, ведь, как он сам считал, именно он нажал на красную кнопку и взорвал атомные бомбы. Конечно, можно сказать, что бомбы были созданы без его участия, и даже то самое письмо Рузвельту является лишь формальным толчком, но все же Эйнштейн приложил к этому руку, и муки совести не отпускали его до самого конца. Всю свою оставшуюся жизнь Эйнштейн боролся с надвигающейся катастрофой и пытался во что бы то ни стало предотвратить тот день, когда человечество перейдет черту собственного уничтожения. Такой непростой личностью был наш герой. Альберт Эйнштейн невероятно сложный человек, живший в еще более сложные времена. Его история – это эпизоды радости и счастья, происходившие на фоне целого ряда глобальных потрясений и трагедий. Несмотря на тот ужас, что творился во всем мире, Эйнштейн находил в себе силы улыбаться и жить дальше. Ведь, как он говорил, жизнь – это как езда на велосипеде. Чтобы не упасть, нужно продолжать движение. Таким был конец жизни Альберта Эйнштейна. И я бы с огромным удовольствием на этом бы и закончил, но нас с вами ждет еще один заключительный аккорд, который по своей трагичности может сравниться лишь со своей безумностью. Дело все в том, что мозг Эйнштейна был украден. И нет, это не шутка. Через несколько часов после смерти нашего героя патологоанатом Принстонского госпиталя Томас Харви приступил к рутинной процедуре вскрытия.
Ничего необычного. Человек умер в больнице, и коронер должен провести экспертизу с установлением точной причины смерти. И все бы хорошо, да вот только Харви решил, что вообще было бы классно исследовать мозг такого выдающегося деятеля, и, никого не спрашивая, вскрыл черепную коробку, вынул мозг и оставил его себе, как трофей. Полагаю, вы надеялись, я выражался метафорически, когда сказал, что мозг Эйнштейна был украден. Но нет. Харви забальзамировал свой уникальный приз, разделил его на несколько частей и положил их в банки для хранения печенья. Стоит ли говорить, что семья Эйнштейна была в шоке, когда весь этот сюр обнаружился? Ганс Альберт направил жалобу в больницу, но патологоанатом выступил с возражением, мол, этот материал имеет огромную научную ценность, и вообще сам Альберт был бы не против таким вот образом еще раз послужить науке. Ганс обратился к юристам, но те лишь пожали плечами. Это настолько уникальный случай, что тут даже сложно понять, какие у кого есть права. В общем, семья решила оставить ситуацию как есть, и, быть может, это действительно принесет какую-либо пользу. Этот фарс растянулся на долгие годы. Харви уволился из больницы и ближайшие 20 лет занимался тем, что отправлял крошечные фрагменты мозга Эйнштейна тем или иным исследователям. При этом выбор его был по большей части случайным, и некоторые в шутку сравнивали получение одного такого фрагмента с выигрышем в лотерею. Когда все это стало достоянием гласности, за Томасом Харви развернулась целая охота в прессе, но он на долгое время залег на дно, лишь иногда попадаясь репортерам. В итоге он возил свой трофей на заднем сиденье автомобиля больше 40 лет, и лишь в 1998 году безумный страж мозга Эйнштейна вернул то, что от него осталось, в Принстонскую больницу. За это время было опубликовано лишь 3 хоть сколько-нибудь значимых работы об исследовании мозга Эйнштейна. Но с учетом того, насколько маленькие фрагменты были в распоряжении ученых, серьезных результатов ждать не приходится. К тому же метод бальзамирования и такой вот, извините меня, способ хранения не позволяли даже выделить ДНК, не говоря уже о более глубоких исследованиях. В общем, самой цитируемой работой стало исследование группы нейробиологов из Канады под руководством Сандры Виттельсен. Сравнив полученную от Харви часть мозга Эйнштейна с мозгом 30 других людей, они пришли к выводу, что желоб в нижней теменной доле у Эйнштейна короче и шире, что гипотетически может обеспечивать математическое и пространственное мышление. Но тут уж сложно судить наверняка. Имевшийся образец был небольшой, состояние, как я уже сказал, было не очень. И, конечно же, не было возможности проследить работу мозга в течение всей жизни. А это в таком вопросе, если что, важно. Да и вообще, хорошо бы сравнить эти данные с мозгом какого-нибудь другого гения. Правда, желательно без таких вот обстоятельств. Я бы не стал вам об этом рассказывать. История, мягко говоря, ужасная. Но внезапно она очень понравилась недоброжелателям Эйнштейна, которые с огромным удовольствием злорадствуют над такой злой шуткой судьбы. Более того, нашлись и люди, которые утверждают, что эти исследования якобы доказывают, что мозг у Эйнштейна был очень маленький, и он просто не способен был что-то придумать сам, а потому очевидно, что все свои великие открытия он просто украл у других ученых. Стоит ли объяснять, что это не мозг маленький, а образцы маленькие? Полноценных и комплексных исследований просто не проводилось, потому что выживший из ума патологоанатом распилил мозг на кучу маленьких кусочков и разослал их во все концы страны. Разумеется, это не дало абсолютно никаких четких результатов, и вся эта история послужила лишь ужасу адекватных людей и злорадству людей недалеких. И вот на этом наша история уже действительно подходит к концу. Поразительно, но до последней черты мы видим попытки в чем-нибудь обвинить Эйнштейна, унизить, оскорбить или очернить. На самом деле в этом нет никакой нужды. Эйнштейн не черный и не белый, он не хороший и не плохой, он человек. Со своими достоинствами и недостатками, с чувствами и страстями, со своими достижениями и ошибками.
Мой рассказ не пытается его хвалить или унижать, и вообще не выражал своего мнения на протяжении всех 3 частей ролика. Я просто рассказывал вам историю о человеке, жившем в ужасные времена. И этим человеком был Альберт Эйнштейн. Вот это да. Когда я решился рассказать вам об Эйнштейне, я даже представить себе не мог, что эта история меня так сильно засосет. Я целый год работал над этой темой, и хочется верить, что мне удалось хоть сколько-нибудь раскрыть перед вами эту непростую жизнь. Надеюсь, вам понравилась эта моя Эйнштейниана, и вы не зря так долго ждали. Если все так, то очень прошу вас поддержать этот ролик. В современных условиях рассказывать что-то на ютубе – дело непростое. Еще сложнее рассказывать это в такой вот многочасовой форме. Поэтому, если вы хотите, чтобы я и дальше вам рассказывал эти истории, то подпишитесь на канал, если еще этого не сделали, поставьте палец вверх, напишите комментарий, можно не один, и поделитесь этим видео с друзьями. Каждый раз в конце ролика я повторяю это как мантру, но это действительно очень важно в плане того, как YouTube будет рекомендовать мой ролик и как часто он будет показываться новым людям в рекомендациях. Еще будет очень круто, если вы поддержите меня на Boosty или Donation Alerts. Именно это формирует бюджеты новых роликов. И то, что мне до сих пор удается тащить на себе этот формат, во многом ваша заслуга. Без этого мне просто не на что было бы делать эти ролики. И чем сильнее вы на меня подпишетесь, тем крутее будет контент, если вы понимаете, о чем я. В свою очередь могу предложить вам приятные бонусы на Boosty в виде дополнительного контента, вашего имени в титрах и секретного чатика, где я делюсь бэкстейджем и тем, как идет работа. Спасибо всем ребятам, кто уже меня поддерживает. Без вас такого проекта просто не существовало бы. К слову, вам, наверное, известно, что я не ученый и не являюсь дипломированным историком. Я рассказываю вам о жизни своих героев после того, как сам прочитаю стопку книг по этой теме. И при всем моем скрупулезном подходе неизбежны некоторые косяки и неточности. Благо, недавно мой эпос про Эйнштейна посмотрел Евгений Михайлович Беркович, настоящий историк, один из крупнейших специалистов по теме биографии Эйнштейна и автор книг, которые я и сам использовал при написании сценария. Евгений Михайлович написал рецензию на мои ролики на своем сайте и поправил меня в нескольких моментах, за что я ему от всей души благодарен. Очень рекомендую вам перейти по ссылке или QR-коду и прочитать его статью о моем ролике. Так вы узнаете о тех моментах, где я допустил кое-какие ошибки. Насколько они серьезны, увидите в статье. Адекватно реагировать на нормальную критику – это долг любого автора, так что с чистым сердцем отправляю вас на сайт Евгения Михайловича. Мне кажется, это лучше, чем если я просто перескажу статью. И на этом у меня наконец-то все. Спасибо вам, что были со мной весь этот непростой год, и не теряйте голову, особенно свой мозг. Пока.